Хорошо, ну что, начнем. Значит, сегодня у нас лекция по императору и императрице. Я почему-то всегда в таком порядке выставляю, хотя порядок идет с тройки на четверку. Тройка – это императрица, четверка – это император. И там очень интересное соотношение вот этих самых цифровых значений, численных. Да. Я не нумеролог, вы знаете. М, Вот. Поэтому не вхожу глубоко в значение цифр. Ну, тройка и четверка. Тройка, как правило, у нас идет увеличение количества по смысловому жанру. Какой-то результат взаимодействия двух единиц. Вот было одно, вот было другое. Работаем вместе, получается третье. Да? Вот мужчина, вот женщина. Что-то там они вместе пообщались, смотришь, женщины уже две. Да? Либо мужчина уже двое. То есть увеличивается количество. М, В этом состоит суть императрицы, увеличение количества людей, возможность забеременеть, родить. Это вот и есть увеличение количества людей при взаимодействии. Как-то, помните, вот эта песенка, да, у Сплинов, да? Люди ночами делают новых людей. Вот это и есть этот принцип увеличения количества людей, потому что благоприятные условия, все хорошо, можно забеременеть, ну и, соответственно, почему бы не родить. Вот. По крайней мере, так это заложено где-то внутри, в женском организме. В мужском тоже, только не так явно и не в таком явно выраженном отношении к детям, скажем так. У мужчин это проще. Я хочу что-то получить, сделать. Они даже не очень понимают, что они хотят ребенка. Но физиологически природа их заставляет постоянно что-то делать, чтобы... Вот. Но это скорее маг. Вот, желание сделать кому-то ребенка, да, провести душу сверху в наш материальный мир, это скорее маг, мужское ощущение. Высшая жрица, если помните, у нас какая-то скрытая внутренняя сила, которая может принять эту идею и сделать из нее что-то такое интересное. Дальше вот эта вот идея воплощается в императрице, которая уже на материальном уровне отвечает за увеличение конкретного материального количества. Тройка – это вот было 2, стало 3. В тройке пентаклей у нас это выражается в виде работы, в тройке жезлов это выражается в виде выражения общего мнения, консенсуса. Ну, об этом мы будем говорить позже. Так, давайте переключим экранчик, чтобы все это не было голословно, а было как-то так более или менее наглядно. Мгм. Так, и вот так вот сделаем. Напоминаю, что вопросики желательно писать в чат. Если будет вопрос прям такой актуальный, я постараюсь ответить на него сразу, либо там, если прям что-то очень-очень срочное, машите руками, поднимайте руку вверх. Вы помните, как это делать. Внизу есть кнопка, которая называется комментировать, да, или как? Нет, не комментировать. Она уже куда-то пропала. Ну ладно, хорошо, разберусь сегодня. Собственно, ну вот та самая императрица. Для тех, кто знаком с астрологией, второй дом – это Телец. Венера отвечает за земное ощущение физического присутствия и, скажем так, физические реакции на внешние раздражители. Эмоциональность, выраженная телесно. Вот та самая любовь ко всем людям по Венере идет. Почему? Потому что это на физическом уровне заложено в женщине любить всех других, потому что женщины склонны к тому, чтобы договариваться. Мужчины склонны к тому, чтобы продвигать свое. Женщины склонны к тому, чтобы договариваться. Почему? Очень просто. Я, по-моему, уже рассказывал, хотя не помню, но повторить не грех. Если мы вспомним пещерные времена, ну, кто из вас хорошо помнит, то получается такая очень простая штука. Вот есть мужчина, он идет убивать мамонта. У него конкретная задача, у него конкретное копье, направленное в конкретную цель. Помните, как это? Ларису Ивановну хочу, да? Вот идет и убивает вот этого мамонта. М, Женщины остаются в пещере. Их задача следить за детьми, плодиться и размножаться, варить борщ и ходить в церковь по воскресеньям. Киндеркюхе-кирхе, как немцы говорили буквально 100 лет назад. Некоторые сейчас говорят.
Вот, соответственно, для того, чтобы оставаться в пещере, чтобы соседки тебя не съели в голодные времена, нужно уметь с ними договариваться. Поэтому женщины более социально активны, более социально адаптируемы, да, умеют договариваться, поэтому они много говорят. Вот это зависание на телефоне, не волнуйтесь, все нормально. Это у нас работают ваши заложенные еще в пещерные времена вот эти вот социальные настройки. А мужчины потому такие резкие, грубые, что им нужно мамонта бить копьем. Некогда тут вот до этих ваших розовых соплей, нужно работу работать. Родина в опасности. Но напоминаю, что вот это копье – это еще из первого дома. А вот тут, когда у нас мы накапливаем богатство, увеличиваем количество, в том числе и физическое, да, по императрице, заметьте, на карте у нас рост вот этих зерен, колосьев. Зерно кинули в землю, одно, и оно вылезло, там уже 20 зерен на этом колосе. Вот вам, пожалуйста, императрица увеличения количества. Плодородие, достаток. Не надо работать, потому что она лежит на мягких подушках, удобно, мягко, тепло, хорошо, сытно, жирно, вкусно, благоприятные условия для размножения. Благоприятная питательная среда, как говорят там физики-биологи. Вот. Что-то такое. Вот это и есть императрица. То же самое природа, то же самое богатство. Почему? Не потому, что оно уже прямо у вас есть. У вас идет определенные условия, в которых это богатство, скорее всего, будет увеличиваться. То есть, если по работе, то это получается такая тема, что, интересный проектик, да, на этом можно много заработать. Перспективная работа, да, на которую ты приходишь, и деньги на тебя практически сами сыпятся, ты только грамотно лопатой их распределяешь по нужным сейфам. Вот это и есть и императрица. Я вам советовал посмотреть, я прошу прощения, что так поздно, но я планировал быть дома вчера там, после обеда, а получилось сегодня чуть раньше 4 утра. Так что скинул вам вот эти две видюшки. Группа B2, я их очень люблю, уважаю, у них очень интересные клипы. Посмотрите их клипы, они стоят внимания и на визуальном, и на текстовом уровне, достаточно интересные встречаются штуки. В частности, вот те самые два клипа, которые я вам советовал посмотреть, сейчас я вам их найду, потому как там можно визуально все это дело увидеть. Во-первых, колосья вот этой самой пшеницы, да, та самая и императрица. Общий смысл, общая подача, скажем так, настроение, то, что хорошо, тепло, светло, люди ходят радостные такие в перьях, все такие прекрасные, все такие, у них все хорошо, все замечательно, шамбала, ай-лай-лай-лай, давайте кушать арбузы. Арбузы будут присутствовать в конце. То есть, в принципе, не поленитесь, посмотрите этот клип. В общем и целом, характеры, которые там представлены, там нет таких жестких, острых характеров, кроме одного. В какой-то момент всплыла где-то там, вот она, как она, богиня Кали, да? Ну, тут можно, уже поэтому можно понять, можно сказать, что режиссер не совсем понимает в символику женских божеств, но он в общем и целом предельно точно попал в настроение карты. Может быть, он даже не подозревал об этих картах, я думаю, что не подозревал. Но вот это яркий пример того, как человек-режиссер, снимая клип на определенную музыку, на определенный текст, предельно удачно попал в визуальные образы, которые настолько тонко иллюстрируют вот эту самую императрицу. Там была и беременная девушка, само собой, потому что императрица – это еще и беременность. И вот ощущение богатства и вот, ну, в общем, вы видели, да, я уже не буду время ваше занимать. К императрице предельно удачный визуальный набор. Очень советую посмотреть, послушать текст. Очень хорошо, очень хорошо. Наверное, самый яркий пример того, как можно найти визуал к карте такой, что аж заходит в душу. То же самое с безвоздушной тревогой, со следующим клипом, но об этом мы поговорим позже. Сейчас мы с вами разберем значение императрицы. Ну, более глубоко там о философских вот этих вот рассуждениях можете посмотреть на YouTube, там все это есть. Но в общем и целом это, конечно, и Венера, и Диметра,
которые являются двумя разными ипостасями этой самой и императрицы. Венера как символ любви, да, возможности забеременеть. И Диметра как, собственно, последствие вот этой возможности забеременеть, собственно, возможность произвести на свет потомство, потому что Диметра – это богиня плодородия и произрастания всего, увеличения в количестве. Зерна насыпает, вот она и есть. Так что императрица и Венера, в принципе, это такой тоже составной образ. Причем, заметьте, если мы берем предельно раннее толкование древнегреческих мифов, вот это самая Афродита, Венера, она не то чтобы была прям таким хорошим, сладким, розовым образом доброй богини. Она была жадной и любвеобильной богиней, которой, в принципе, было все равно с кем, чем успешно пользовался Марс или Арес, который приходил, хотела эту самую Ларису Ивановну, а Лариса Ивановна как бы отказать и не может, потому что в ее природе заложено как бы вот любить всех, соглашаться со всеми. Надо, пожалуйста, у меня этого добра навалом могу поделиться. Вот. Соответственно, Гефест, который правильный, законный муж этой самой Афродиты, стоял на страже ее целомудрия. Да? Ну, целомудрие громко сказано для Афродиты, но тем не менее заставлял соблюдать некоторый моральный облик. А моральный облик у нас вот эти самые четкие, жесткие линии. Это можно, это нельзя. Об императоре сейчас поговорим чуть попозже. Значение по императрице. Женственность, сексуальность, приветливость, добродушие, да, люблю всех, вот тот самый Хари Кришна, это вот и есть. Если вы знакомы с Кришнаитами, то есть, ну, с кришнаитами, если их так называть, более привычно для жителей средней полосы, скажем так. Вот они любят всех. Это предельно добрые люди, по крайней мере, они к этому стремятся тщательно. А вот это Кришна, да, это аналог этой самой женственности, только в виде мужского божества. Приветливость, мода. Почему мода? Потому что все ходят одинаково одетые. Нужно соблюдать правила, по которым живут ваши соседки в пещере, чтобы тебя не съели, поэтому нужно одеваться одинаково. Извините, девушки, если я кому-то случайно раскрыл механизм, как работает мода, ну, живите теперь с этим. Ходите вы в модных вещах, потому что хотите понравиться другим, чтобы вас на всякий случай не сожрали соседи. Любые высокие должности у меня очень часто всплывают, но это уже мое личное значение. Высокие должности часто всплывают, особенно если это женский какой-то характер, какая-то женщина, да. Почему? Потому что это, ну, во-первых, это мать богов, богиня, да, Мать-Сыра-Земля, от нее все происходит, она главная, она руководит, это законы природы, законы естественного развития, ну и, соответственно, это плодородная должность, скажем так, если мы берем, опять же, среднюю полосу, если мы берем какие-то постсоветские пространства, любая занимаемая высокую должность является одновременно источником изобилия, процветания и увеличения количества, скажем так, зерен в закромах. Но, с другой стороны, все женские, то есть это у нас, в принципе, женственность, направленная на увеличение количества. В принципе, женственность. Отсюда идут все минусы. Капризы. Вот это вот «я не хочу думать, я девочка, я хочу на ручки и платьишко». Это перевернутая императрица. Да, вот это вот все. Зачем думать? Нет, пускай мужчина там делает, мужчина думает, у него руки сильнее, голова умнее, я буду тут вот, я лучше буду борщи варить и в церковь по воскресеньям ходить. Вот куда нам, женщинам, да, мужики там сами разберутся. То есть такое вот предельное включение своей императрицы. Мальвина, кстати, тоже императрица, если что. Но она такая более правильная, более жесткая. Она там строила всех этих кукол, да, заставляла, командовала, ее все слушались и одновременно обожествляли как самую красивую девочку с голубыми волосами. По финансам и по имуществу, как я уже сказал, богатство, потенциал, рост, проценты, банки. Почему банки? Потому что это у нас увеличение количества денег. Ты принес 2 монетки, раз, смотришь, у тебя уже 3. Ну, само собой, грамотный банкир этим пользуется. На самом деле там монеток там, ну, это у вас на счету 2,5 монетки,
появляется, а половину монетки забирает себе банкир, потому что он хозяин этого принципа, он создает правила, процентные ставки, договора, это уже все идет в император. Там, где есть деньги, там есть императрица. Кстати, вот перевернутая императрица – это образ тех вот девушек, которые, ну, такие, знаете, блондинки из анекдотов, да, которые делать ничего, работать ногти я не могу, у меня ногти, да, сделай за меня все. В общем, которые, как правило, устраиваются при так называемых папиках, да. Папик – это мужчина более в возрасте, чем женщина, да, там разница 10-20 лет норма, толстый кошелек. Не важна внешность, важно, чтобы это был либо властный, либо как бы имеющий связи человек, такой император, императорчик местный, домашний. Императрицы с императорами уживаются прекрасно, поэтому если вы видите такую блондинку, будьте уверены, рядом может быть такой уверенный в себе мужичок, крепенький такой, чё, вот такой вот. Ну, я думаю, что на разных уровнях есть разные выражения этих архетипов. Поэтому богатство, потенциал, рост, проценты, банки, недвижимость любого рода, потому что она постоянно растет в цене. Само собой, золото, бриллианты – это вот все накопление. С другой стороны, это жадность, это постоянно «хочу еще», это постоянная сексуальная ненасытность у Афродиты, да. Ну и, соответственно, это жадность и накопительство в сфере финансовой, да. «Хочу еще», вот попытка нагрести больше процентов, финансовые пирамиды – это все тоже вот примерно в ту степень. По действию, по саморазвитию. Действовать нужно с позиции творчества, с позиции красоты и искусства. Если красиво, значит правильно. Если сладко, значит много калорий, значит полезно для организма, потому что не надо ничего делать, работать. Поэтому вот то, что ощущается красивым, ленивым, правильным, все идет в императрицу. Однако это грамотное, если императрица правильно, это грамотное физическое развитие, грамотное сбалансированное питание тем самым а, по пищевым вот этим всем жиры, белки, углеводы, по природным показаниям. Но когда мы просто естественным образом, естественно, чистой, здоровой, экологически чистой и фермерской пищей питаемся, это, конечно, все как с пашни собрано, сорвано и перенесено. Это, конечно, императрица. Но когда мы начинаем высчитывать постоянно путаю, белки, жиры, углеводы, да, клетчатка, витамины, это все, это мы уже действуем по-умному, выстраиваем себе диету, отказываемся от лишнего, это уже император. Это дальше будет выстраивание своей диеты. Почему диету нужно выстраивать? Потому что императрица склонна к перееданию, к лишнему весу. Потому что слишком жирно, слишком хорошо, слишком вкусно, слишком благополучно. Это минус. Поэтому действия, направленные на, ну как, слишком лениво, слишком медленно. У тельцов, кстати, одно из самых негативных свойств – это медлительность и неповоротливость. Такой, а что, куда спешить, все нормально, не надо, и так все будет хорошо, и так деньги на счет идут. Да? То есть, но если надо работать, они работают. То есть, если надо пахать, они пашут. Ради увеличения количества денег. Их можно заинтересовать увеличением количества чего-либо. Это скорее вкусовые ощущения, нежели необходимость. Да? Вот те сладкие пироженки, которые вы хотите купить на выходе уже из торгового центра, это не потому, что вам надо, это потому, что, ой, это организм хочет, раз организм требует, значит, нужно обязательно добавить калорий. Да? Почему? Потому что быстрые углеводы – это хороший источник калорий. В пещерные времена, если ты нашел дупло с медом, ты наелся, ты полдня можешь лежать, как императрица, ничего не делать, потому что там много калорий. Организм ощущает это как, о, хорошо, много калорий, надо есть. Вот это сэкономит тебе много сил. Это выгодно. Выгодно – это императрица. Но одновременно с этим чуть перебрал уже лишний вес. По эмоциям, по личной жизни естественность, женственность, любвеобильность какая-то, да, как я уже говорил, неразборчивость, опять же, как сорока белобокая этому дала, извините. Но такое бывает часто довольно.
Собственно, секс, материнство, беременность. Почему я тут не вывел чего-то негативного? Потому что секс, материнство и беременность может быть как в положительном смысле, так и в отрицательном. Секс, который нежелательный. Да? Афродита, она изменяла мужу с Марсом. Ничего с собой поделать не могла. Да? Такова ее природа. Пришел красавец, постучал копьем в дверь. Ой, ладно, заходи. Отсюда же нежелательное материнство, нежелательная беременность. Вот. Ну, как? У природы нет плохой погоды, да, пришел мужчина, надо беременеть. А вот с точки зрения разума тут что-то как не очень удобно, да, вот, получается. Заметьте, перевернутая императрица – это не прерывание беременности, ни в коем случае. Это беременность, которая есть в наличии, присутствует. И она развивается, несмотря на то, что ты переживаешь, зачем, я ошиблась, да, ну ошиблась и ошиблась. Но что есть, то есть. Императрица – это беременность. Поэтому это не избавление от беременности, это появление беременности. И самое простое значение – это мать. В любом смысле. Вы как мать для своей дочери, ваша мама как ваша бабушка как мама вашей мамы. Вот принцип материнства, который передается по роду, по генам, вот это вот все. Императрица – это в принципе мать. Каждая женщина чья-то мать. Ну, хотелось бы, чтобы так было. Вот. Но если есть человек, то у него обязательно есть императрица, обязательно есть мать. Ну и опять же, старина Фрейд говорил, что мужчины ищут женщин, похожих на матерей, да, ищут себе в жены женщин, похожих на матерей. Как показывает практика, в большинстве случаев это совпадает с реальностью. А, Смотрела вашу лекцию про значение императора. Вы рассказывали, что он терпеливый, потому что телец. А императрица тоже терпеливая, потому что телец. Императрица терпеливая, императрица неторопливая, потому что ей никуда торопиться не надо. У нее все хорошо. Зачем бежать на работу, если и так полный холодильник? Понимаете? Вот, это императрица. Плюс ей постоянно кто-то приносит в этот холодильник что-то новое. Да? Вот. Поэтому императрица не то чтобы терпеливая, терпеливый император. И императрица неторопливая, ей никуда спешить не надо. Сейчас мы посмотрим это в раскладах. Собственно. Где у нас расклады? Вот у нас расклады. Такой вопрос. Так, дайте я посмотрю, что у нас там был за вопрос, потому как... Император и императрица. Вот, есть. Значит, вопрос рабочий. Женщина-козерог. Заметьте, мы с вами уже начали потихонечку брать характер знаков зодиака. Потихоньку мы их будем разворачивать с вами с той либо с иной стороны. Козерог задумался о смене места работы, перспективы развития. Очень простой вопрос, на который хорошо ложится расклад выбор. Да? Человек хочет поменять работу, спрашивает, надо увольняться или не надо. Ну, в смысле, менять работу или нет. Верхняя ветка у нас, если вы помните вебинар, да, вебинар по выбору раскладов, верхняя ветка у нас активные действия. Соответственно, когда человек спрашивает, вы должны у него уточнить, скажите, вас увольняют, либо вы собираетесь увольняться сами, и это такой процесс как бы сложный, долгий, волнительный для вас. Если человек говорит, что да-да-да, вот в принципе можно остаться, если ничего не делать, то остаться и ничего не делать – это нижняя ветка. А вот начать шевелиться, дергаться, искать новую работу, рассылать резюме и вообще всячески стараться как-то улучшить свое положение – это верхняя ветка, активная, да? Ну, условно активная. Исходное положение у нас рыцарь жезлов и козерог, собственно. Во-первых, козерог, что нам дает по базовым формулировкам этого знака? Карьерист. Это если так простенько, совсем коротко и очень огульно взять. Козероги лезут наверх, они знают, чего они хотят, знать, чего хотите, стремиться к этому, разумно, логично пользоваться властью по по башне. Козерог строит эту башню за счет действий других людей, сам поднимается выше, власть растет,
Об этом мы с вами будем говорить в башне. Почему Козерог такой, какой он есть. Вот. Но я вам так мельком скажу, что тут, в принципе, возможно, у нас проблема в желании развивать свои возможности по карьерной лестнице. Можно клиенту задать вопрос: а почему вы увольняетесь? Вам что там, не хватает денег, либо чего-то еще? Вот, и клиент вам скажет, там, да, там денег не хватает, допустим, либо вот неудобно работать, либо понимает, что нет смысла и прочее, прочее. Рыцарь в исходной позиции нам что говорит? Говорит о том, что для Козерога рыцарь это, в принципе, ну, если она не так давно работает на этой работе, окей, хорошо, ладно. Тогда, возможно, у нее перспективы развития есть. Но если она работает там лет 10 на одном рабочем месте, для Козерогов это, в принципе, тоже характерно, они наслаивают, накапливают опыт жизненный. Рыцарь может говорить о том, что как-то, ну, слабоватенько. Слабоватенько. То есть вроде бы инициативу ты проявлять можешь, но по сути управлять полностью ситуацией ты не управляешь, ты выполняешь чьи-то указания. Козероги любят выполнять чьи-то указания до поры до времени, пока они наберут вес и авторитет в обществе, пока у них вот личная внутренняя башня не вырастет, с которой они могут, как в Киндзадза, сидеть и плевать вниз на всех окружающих. Да? Помните в Киндзадза? Вот. Так вот, карта вроде прямая, которая говорит о том, что ну, человека еще пока устраивает нормально. Он выполняет указания, он сам не командует никем, разве что, может быть, там совсем младшими научными сотрудниками, какими-то пажами, которые там бегают. И, вот. Но это может быть уровень мастера, да, на производстве, допустим. Не начальник цеха, это какой-нибудь мастер, да, допустим. Вот. Женщина, я не знаю, там, на какой-нибудь швейной фабрике. Мастер бригады, но никак не начальник раскройного цеха. А Козерог всегда будет стремиться залезть повыше, если есть такая возможность. Карта прямая, что говорит о том, что, ну, в принципе, неплохо. Можно посидеть, можно потерпеть. Мы видим, что ее никто в шею не гонит с этой работы, вроде устраивают. Социальные связи налажены, рыцарь жезлов прямой, общение с коллегами нормальное. По активной ветке. Ну, давайте сначала пассивную разберем, она такая более негативная. Перевернутый повешенный, о нем мы будем говорить более подробно позже, о большинстве карт позже будем говорить, но я вам так скажу, что перевернутый повешенный говорит о некотором зависании, очень удобно ложится вот значение на память, да, к которому ты сам себя привел. Мы помним, что повешенный сам себя повесил на это дерево, Один сам принес себя в жертву своим же собственным копьем себе же. Ну, в общем, человек сам решает, что давайте мы пока дергаться не будем, пока повисим, да, вот на этом дереве. Но перевернутый повешенный говорит о том, что это уже не так удобно, не так приятно и не так перспективно, судя по всему. Перевернутая карта играет в негатив. Семерка кубков. Семерка кубков говорит о выборе человека. Человек понимает, к чему ему стремиться, понимает, чего он хочет. Он понимает свои будущие цели. Почему понимает? Потому что карта прямая. Если бы карта была перевернута, я бы сказал, что он что-то не очень может понять, что ему хочется. Двигается в одну сторону, достигает желаемого и понимает, так это ж не то, что я хотел. По прямой семерке он, скажем так, расставляет себе приоритеты жизненные. Вот этот зависший повешенный может говорить в последующей семерке о том, что а вот теперь, когда я ну, осталось и не стало увольняться, вот теперь мне отчетливо стало ясно, чего я хочу. Вот. Восьмерка жезлов говорит о том, что будут идти какие-то изменения социального типа по работе, то есть какие-то движения будут на этой фирме, в этом предприятии. Двойка жезлов перевернутая говорит о том, что будет четкое разделение на два желания, которое постоянно будет царапать мозг. Ну вот можно же было сделать так, я сделала так. Ну, хотелось этого, теперь хочется это. Это уже сомнения по поводу своих желаний, разногласия с начальством по поводу желаний. Начальство хочет одного, а вы хотите другого, и ваши желания нигде не пересекаются. Получается так, что как-то планируем одно, но по итогу так ни к чему не приходим. Так себе веточка. Не очень. А вот верхняя ветка у нас хороша. Во-первых, там есть два старших аркана, которые прямые, что уже может говорить о положительности развития событий.
Плюс шестерка пентаклей в самом начале говорит о том, что вау, хорошо, нам сразу насыпали денег. Вот. Она же может говорить о том, что а что у нас идет по активной ветке? По пассивной ветке человек остался висеть на этом дереве, ничего не меняет. По активной ветке человек начал рассылать резюме, сменил работу. Мы не будем рассматривать тактические ходы человека, как рассылать резюме, кому, что, зачем, в какой очередности. В общем и целом, человек поменял работу. Что его ждет? Сначала его ждет шестерка пентаклей. Ощущение того, что я богат. Да? Причем не обязательно. В реальности у человека может возникать такое ощущение. То есть, если он работал в каком-нибудь задрипанном офисе, да, где краска со стен лезла, а тут раз переезжает в самый центр Москва-Сити, либо чего там, да, в сверкающий офис, где все ходят в накрахмаленных рубашках и говорят: добрый день, вы уже отведали нового кофе и прочее, прочее. Ощущение, что вау, ты круто попал, у тебя все здорово, хорошо, ты богат. Но если брать аспекты работы, шестерка пентаклей говорит еще и о том, что ты богат своим опытом, которым ты можешь делиться с теми, у кого этого опыта мало. Карта говорит о процессе передачи опыта, о процессе передачи из излишков материальных либо опытных, да, а опыта есть. Земля, материя, да, опыт – это наш ресурс, пентакли – это ресурс. А передача излишков ресурса тому, кому нужно. Если это новичок в работе, то ему передают опыт, ему хорошо платят, при этом передают опыт, учат, помогают, пока он не влился в коллектив. И перевернутый паж той же самой стихии, тех же самых пентаклей, может говорить о том, что быстро влиться не получится. Женщина, ну, у нас женщина-козерог, да, женщина будет чувствовать себя новичком достаточно долго, настолько, что прям аж неловко будет. Я вроде бы уже 3 месяца тут работаю, а до сих пор в чем-то не понимаю, в чем-то опыта нет. Для козерогов это очень неприятное ощущение показать кому-то, что ты знаешь меньше, чем твой собеседник. Они прям выражают собой авторитет. А когда ты новичок, ну какой у тебя авторитет? Пока нету, пока не заработал именно вот здесь на месте. Поэтому она может чувствовать, что как-то я могу больше. Я вон раньше рыцарем скакала, а сейчас я просто выполняю указания людей более опытных. Вот. Но тем не менее, по шестерке пентаклей видно, что и помогают, что и насыпают авансы и прочее, прочее. В общем, как-то так. Так. Хорошо, императрица. Ну вот наша та самая карта, которая говорит о том, что вот сейчас ты себя чувствуешь не то что богатым, потому что императрица – это не только богатство, но и перспективы по богатству. Это понимание того, что ты попал на золотую жилу. Ты попал в плодородное положение, да, которое позволит тебе заработать много денег. Это могут быть социальные связи, это могут быть какие-то достаточно выгодные контракты, это может быть просто хорошая зарплата, когда ты понимаешь, что зарплата хорошая не кончается, не кончается. Это не случайность, это не первый месяц такой вот заманчивый, а потом тебе платят в 3 раза меньше. Нет, ты каждый месяц получаешь по хорошей сумме, которая сначала там по шестерке пентаклей, может быть, тебя привела в какой-то восторг, а потом ты привык и чувствуешь себя уже так более достойно, более богато, лениво, как императрица. Ну, вот. Но негатива еще пока нет. Лень не вступила в свои полные права. Поэтому прямая императрица говорит о том, что прям хорошо. Хорошо. Вот. Можно как бы и в отпуск потом поехать, да. Деньги накапливаются. Императрице не надо спешить, во-первых, потому что, ну, она же императрица, им не положено спешить, торопиться, им нужно степенно, как это, плыть павой по царским покоям. Любовники, влюбленные, lovers, в итоговом положении говорят о том, что человек будет чувствовать, что он вырвался из какой-то зарегулированной а, позиции, из какого-то рая, допустим, рая. Почему рая? Потому что в раю ты не отвечаешь ни за что. Бог главный, он создал правила, все, ты в этом раю делаешь то, что положено, счастлив, детство такое, да? Вот. А выход из рая, любовники, это когда ты принимаешь свое собственное решение, берешь ответственность на себя, срываешь это яблоко,
с целью самостоятельно попробовать, что же это такое, да, получить знания на свой собственный вкус, и получаешь какой-то результат, с которым потом, как это, в муках рожаешь детей и в поте лица своего добываешь свой хлеб. Но тем не менее самостоятельно. Вот. Уходишь из рая, потому что не хочешь больше соблюдать те правила, которые тебе дают. Вот определенная свобода, за которую ты отвечаешь сам, определенная самостоятельность. Вот такой расклад. Вопросики по раскладу задавайте, не стесняйтесь. И вообще, в принципе, по императрице. Вот. Я-то, в принципе, могу еще вам добавить перевернутое значение. Это и императрица, и, в принципе, должен бы, да? А перевернутая императрица точно в такой же позиции говорит о том, что все слишком хорошо. Она не говорит об отсутствии плодородия, она говорит о негативном плодородии. А негативное – это плодородие, которое работает против тебя. То есть это козероги при всей своей склонности к карьеризму достаточно трудолюбивые люди, которые любят свою профессию и действительно хотят достичь в ней определенных высот, наработать себе опыт. А тут такая вот работу всю поделал за первых 2 часа рабочего дня, и такой сидишь в носу, ковыряешь, да, и думаешь, а что дальше делать? То есть тебе как бы денежка капает за рабочий день, а делать ничего не надо. Хорошо, конечно, хорошо. Но для Козерога это расхолаживающая ситуация, которая заставляет его набирать лишний вес, с которым по этим скалам скакать плохо. Вот. Ленивый начальник – это плохой начальник, скажем так, поэтому перевернуто. И императрица в работе говорит не столько о трудностях, лишениях, нет. Она говорит о том, что все слишком хорошо. Как это, помните? Не ешь много сладкого, слипнется там что из того, что обычно слипается. Вот это перевернутая императрица. Все так хорошо, что аж ничего не хочется. Что ничего не надо, не надо, нет потребности ни в чем. Екатерина хочет задать вопрос. Да. Нажмите на этот, вот. Да, есть? Вот. Хорошо. Ну, разберемся. Там вот не Екатерина, а контакт, который... Да-да-да, вот руку держите. 601 884. Оригинальный никнейм. Ну, да-да-да, есть. Это немножечко я поменяла Ничего лидер. страшного. Это я так шучу задорно. Да, но смотрите, императрица – это телец. Я бы сказала, что императрица в перевернутом значении мне еще говорит о том, что может очень сильно негативить. Ну, то есть это вот чисто по примерам из жизни, скажем так, да, перевернутая императрица, которая хочет только все себе и в округе видит только Жадность. плохое, Да. да, Доктор, дайте жадность. мне таблеток от жадности и побольше, побольше. У меня все плохо, но при этом внутри она спокойна, наружу она выдает, что у меня все плохо, у меня все вообще ужас, вокруг одни болезни, вокруг, все плохое, но говорит только о негативе. Я бы не сказал, говорить только о негативе можно по любой карте, тут скорее идет уже что-то личное, да, по какой-то другой карте показывать наружу внешне, да, а внутри сохранять спокойствие, маскироваться как бы под то, что на самом деле все плохо. Ну, скажем так, косвенно вы правы. В чем? В том, что императрица – это попытка показать другим людям, что у тебя все плохо, что ты такая несчастная, В бедная, перевернутом виде, да. замученная женщина, которая очень нуждается в помощи. Да. А Именно по это я хотела сути, сказать. у перевернутой императрицы все хорошо, просто она вот делает брошки домиком, да, чтобы ей все помогали, чтобы пришел этот император, да, Гефест, муж законный, либо Арес, да, Марс, который, ну вот, окей, Чтобы меня давай, как, пожалели, чтобы меня да-да-да-да-да, пожалели и все сделали за меня. да, Вот, я, перевернутая императрица у меня отыгрывается именно так, но тут наглядный пример, особенно если это телец. ну, у Вот, тельцов ну, есть не склонность знаю такая, почему, потому несколько что раз они так было. чувствуют выгоду слабого положения. Тельцы вообще, в принципе, чувствуют любую выгоду. Потому что Это да. императрица и император – это умение выгоду поставить на правильные рельсы.
да, создать себе какие-то шаблоны поведения, которые для М, них выгодны. Они учатся этому в самом детстве, поэтому да. тельца поставить, где-нибудь отдать бабушке с дедушкой, которые будут с тельцом носиться, как с писаной торбой, да, и целовать во все места, вырастет такой эгоист, Я который бы не будет делать вид, сказала. что ему все плохо, 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 ужас, ужас, срочно мне помогите, а вот бабушка мне на кашу дула, чтобы она была холодной, а я не могу дуть. У меня горячая каша, у меня сложное положение в жизни, вы хотите, чтобы я еще что-то делал, да? Ну-ка подуйте за меня на кашу, тогда у меня все будет хорошо. Спасите, Благо- помогите, я не могу, у меня лапки. Это перевернутая. Благодарю за зеркалочку. В принципе, здесь мы с вами, да, я согласна полностью. Вот. Телец маленький сейчас бегает по дому, Мгм. пытается прогнуть, есть такое, да. Спасибо, урок преподали Почему, хороший. почему пытается прогнуть? Потому что император– это мое правило, я так хочу и так будет. Потому что так правильно. А вот так, как я не хочу, так неправильно. Император создает правила. Сейчас мы об этом с вами поговорим, только у нас есть еще один расклад, либо у кого-то еще есть вопросы. Вот есть в чатике вопрос. И императрица карта дня. Как понять, это я или встреча с императрицей? Это ощущение, которое у вас возникает в течение дня. Это можете быть и вы, и встреча с императрицей. Да вы можете смотреть на себя в зеркало и думать, какая я сегодня прекрасная, красивая, мне работать нельзя, иначе я все свои ногти поломаю. Вот. Это общение с такой женщиной. А, Вот. У меня всегда вызывало оторопь, как девушки. Я работал в чисто женском коллективе. Я императрицу знаю как-то вдоль и поперек. Это очень жесткая вещь бывает порой. И вот эти девушки с длинными ногтями, на какие ухищрения они идут, что печатать на клавиатуре, до сих пор стоит в ушах вот этот звук, когда они, не сказать ногтями, когтями прям вот клацают, это ужасно. А работал я в банке, как они считали купюры, да, если вы видели, как девушка с длинными ногтями быстро считает пачку купюр свежих, так, возникает ощущение, что она вяжет спицами что-то, но только этих спиц очень-очень много. Это вот прям интересно. Ну, ладно, хорошо. Так, у Ксении есть вопрос. Руку подняла. Задавайте Здрасте. вопрос. Здравствуйте. Вы говорили в другой лекции, что императрица– это любвеобильная Венера и также и Мадонна. Мгм. Как это сочетается, вот эти два образа в этой карте? Мать-защитница. Это же материнство. Мать-защитница. Но это такое, скорее, уже больше лунное чувство. Оно больше развивается в раке. В четвертом доме, когда идет ощущение личной безопасности. В Луне, когда идет ощущение страха на подсознательном уровне, в том числе страха того, что ты потеряешь своего ребенка и прочее, прочее, с ним что случится, его волки утащат, да, и птицы унесут. И такое как бы случалось, происходило. Это такое очень комплексное чувство, которое расширяется на разные... Это скорее защита ребенка идет скорее в чувство страха. Но он глубже там сидит, нежели в любви материнской. Но это, конечно, очень комплексное чувство. В одну карту его впихнуть сложно. Светлана там прям машет рукой. Ага, давайте. И Наталью сейчас тоже спросим, что она хотела. Здравствуйте всем. Здравствуйте. У меня перевернутая императрица очень часто показывает женщину с сниженной самооценкой, не социальной ответственностью, а вот что она толстая, что ее никто не любит, что она боится остаться одна. Вот, понимаете? Это вот, другое. Это другое. Это вы хорошо заметили. Почему это другое? Извините, что я прерываю, но я понял вашу мысль, я надеюсь, и я ее разовью, эту мысль. Спасибо. Это противоположность. Человек у нас всегда состоит из противоположностей, как монета из двух половинок. Да? Одна сторона, другая сторона. Это смерть. Почему смерть? Потому что смерть – это ошибки, которые приводят к смертельным ситуациям. Да? Я толстая, это, соответственно, ошибочные действия, потому что тогда ты не найдешь себе самца, и не случится продолжение рода, и ваш род прервется, исчезнет с лика земли, и это будет смерть. Да? Я толстая, поэтому я не могу быстро бегать, и меня догонит гепард, сожрет, это будет смерть.
Много кушать – это смерть, это вредно, потому что ты будешь ленивым и неповоротливым, тебя сожрет, я не знаю, там какой-нибудь саблезубый барсук, да, что угодно. Это ошибочные действия, которые женщина находит в себе, критикует как раз, чтобы уравновесить это вот «я великолепна» и о боже, я ужасна». Да, просто в женщинах это часто, ну, не только в женщинах, в некоторых женщинах, во многих мужчинах, это развивается как такие радикально противоположные, кардинально противоположные ощущения. Я прекрасна, но как бы, о боже, боже, я ужасна. Так, то в одну, то в другую сторону. Это скорее из противоположности растет, потому что человек у нас не может целиком быть в тельце. Он с одной стороны в тельце, а с другой стороны он обязательно затылком чувствует своего подсознательного скорпиона, который его уравновешивает. А скорпион – это тыкать в ошибки. Вот об этом будем позже говорить. Все, можно вопрос? Да, конечно. И у меня еще перевернутая императрица, знаете, проигрывается так, что вот, например, женщина живет с мужем или там вот с альфонсом, очень часто у меня падает так, и вот она не может с ним расстаться, она понимает, там, что он ее обижает, там, унижает, но она вот прям тянет и тянет, вот прям, ну, не может и все, вот, потому что другого не найду. Да, во-первых, это боязнь, что я лишусь достатка, это нежелание уходить из финансово выгодной ситуации, финансово, материально, продуктово. Секс там очень хорошо проигрывается тоже, что вот прям вот такой секс, он на очень глубинном уровне привязан к ощущению вот достатка. Да, поэтому многих мужчин с толстыми кошельками любят не за внешнюю красоту и не за сильные мускулы, которые под толстым слоем жира где-то там теоретически спрятаны, да, а за то, что он дает женщине ощущение спокойствия, достатка, и, соответственно, это благоприятная ситуация, чтобы рожать на подсознательном уровне. Он не должен быть красивым, он должен обладать богатой пещерой, в которой потомки будут счастливы и весело ползать по закоулкам. Ну, то есть, вот. Спасибо большое. Окей. Наталья, вы там долго... Здравствуйте. Задать вопрос. Я хотела бы спросить, а в этом раскладе не может быть, что императрица как появление женщины, которая поможет в достижении цели? Косвенно, да, может быть. Вполне хорошая трактовка, но это уже как бы личное. Если вы добавляете что-то личное, то есть на одну карту ложится множество значений. Я прочитал один из вариантов расклада, как он, мне кажется, правильным. Вы добавили еще одно значение, которое может быть покровительство начальницы, может быть помощь мамы, бабушки, каким образом, непонятно. Вот, может, она будет на работу вам носить обеды, либо еще что-нибудь такое. Но императрица, вернее, карты показывают то, что действительно важно. Если для вас очень важно, что бабушка носит вам обеды на работу, тогда эта карта сыграет. Но опять же, тут все больше зависит от общения с клиентом, когда вы понимаете, что из обсуждения начинают у вас в голове звенеть, да, что вот это, наверное, для этого человека, наверное, это значение будет более правильным. Спасибо. Как-то так. Анастасия, вопрос? Ага. В каких ситуациях императрица указывает на любовницу? Перевернутая императрица часто. И в соединении с какими-нибудь картами типа любовники, типа дьявол, типа, что еще? Солнце, как ни странно, Луна, высшая жрица. Вот с этими картами как бы часто идет обман. Если рядом есть какой-то обман, семерка мечей, опять же, допустим. Вот. Вполне может быть. Вот. Но это женщина, которая, может быть, круче разбирается в сексе, чем наша клиентка. И поэтому она слишком хорошая женщина с точки зрения клиентки. Понимаете? То есть лучше, чем клиентка. Это, конечно, плохая. Женщина более красивая, чем наша клиентка, по умолчанию перевернутая императрица, потому что разве нельзя так, нельзя быть красивее клиентки. Это плохо, это перевернутая императрица. Привлекает мужчин лучше, чем она. Вот, как-то так. Ксения, у вас там рука, это вы хотите задать вопрос или вы просто забыли выключить? Это я забыла. Отлично, хорошо. Тогда мы двигаемся дальше к
раскладу, потому как есть еще один, и я надеюсь успеть. Потому что у нас, кроме рабочих вопросов, есть же еще какие-то и нерабочие, да, например, личная жизнь. Женщина-козерог, опять же, да, я на всякий случай оставил козерога, чтобы мы продолжили ощущение характера. Женщина-козерог интересуется, что мужчина думает по ее поводу. Они вместе работают и общаются по работе в основном, но не только на рабочие, ну, такие более личные темы. Как-то так происходит, как-то так вот что-то у них возникают такие разговоры за жизнь, за то да сё, ха-ха-хи-хи, так, ну, знаете, просто хороший контакт с человеком. Соответственно, не то чтобы там прям любовь такая, но женщина спрашивает, вот интересно, мы там часто с ним там в курилке стоим, курим, и он так шутки какие-то там рассказывает что-то, вот не то чтобы он там меня за попу в темном углу щипал, да, но возникает вопрос, а не испытывает ли он ко мне какого-то интереса и не перспективная ли эта ситуация в принципе, да, то есть мало ли что. А, Даты рождения мужчины у нас нет, ну, скажем так, мужчина и мужчина, такой среднестатистический сферический конь в вакууме. Что мужчина думает? Маг. Вот тут очень сложно, потому что маг у нас не дает какого-то четкой формулировки, что именно он думает. Поэтому давайте посмотрим в чувства. И мы с вами помним, да, что мысли формируются исходя из подсознательного, из эмоционального, да, то есть они давят на клапан в голове. А там у нас перевернутая десятка пентаклей. Лучше не стало. Но если мы вспомним, что десятка пентаклей отвечает у нас за ощущение достатка, не богатства, достатка. Перевернутое– это скорее ощущение того, что хотелось бы больше, но есть понимание того, что вот больше не надо. Достаточно, и есть осадочек такой. В отношениях с женщиной это скорее говорит о физическом влечении, потому как пентакли– это физика, это материя, физика, Земля– это физический ответ тела на симпатичную девушку. Но перевернут, то есть это максимум того, что мужчина может испытывать в сексуальном, физическом, извините, влечении к женщине. Перевернутая десятка говорит о том, что он чувствует, что это негативно, что это плохо. Не надо. Как-то это вот плохо, что у меня такая полнота физических чувств к этой женщине. Поэтому можем сказать, что, а вот за попу в темном углу он бы ее ущипнул. Но, возможно, извините, слишком хорошо воспитан. Да? Как он себя ведет? Дьявол. С точки зрения, мы же рассматриваем ситуацию клиентки, с точки зрения клиентки дьявол– это нестандартное что-то, потому что стандарты, шаблоны у нас лежат в Иерофанте и во влюбленных. Об этом мы будем с вами говорить в четверг. А вот дьявол– это противоположность, это харизматическая личность, которая зажигает, глаголом жжет сердца людей или как там, ну, то есть умеет хорошо подать себя, весело, задорно, с присвистом, как бы он общается с женщиной так, что она чувствует, что монстр какой-то прям очень обаятельный мужчина. Извините, что я так преувеличиваю, но как бы так легче бывает работать с картами. Но ничего плохого он не несет. На материальном уровне, на уровне действий дьявол прямой. То есть это, да, действительно общение не стандартное, как с коллегой, а на личном уровне. То есть у него есть физическое влечение, он его показывает, но очень аккуратно и так, не так, как все показывают. Какая-то очень интересная личность с ней общается. Если нормальный мужчина будет по ее нормам щипать ее за попу в темном углу, он в этом темном углу, наоборот, ей посветит фонариком, чтобы она не расшиблась случайно. В общем, он непонятно для нее выражает свои мужские симпатии. Потому что дьявол– это всегда оригинальность, неповторимость, ощущение, которое сбивает тебя с толку и как бы обманывает. Потому что ты не можешь сопоставить с привычными тебе действиями вот эти какие-то нестандартные действия мужчин. Прямой дьявол говорит о том, что ничего там плохого нет. Соблазнить по дьяволу, а соблазнить можно не к чему-то плохому, а к чему-то хорошему.
Вы когда говорите ребенку своему, который капризничает, не хочет идти в школу, там во 2 класс, либо в 1, вы же соблазняете его, что там же твои друзья, ты же хочешь им показать свою там новую там игрушку, либо карту с покемоном новую, либо еще что-то такое. Ребенок побежит в школу только так. Вы его соблазнили чем-то манящим, увлекательным, проманипулировали по дьяволу, но в положительную сторону. Вот точно так же мужчина может как бы аккуратненько направлять женщину туда, куда нужно, в правильную сторону. Не в постель, а в правильную сторону для сохранения правильных рабочих отношений. Чтобы она не совершила ошибку, потому что, ну, может, он симпатичный, но вполне вероятно, что женатый. Но это правильный женатый мужчина, который вроде галантно ухаживает, но аккуратно обходит острые углы там, где она уже, в принципе, готова. Что она чувствует? Что она думает? Она думает, что она для него это вот, ну, не то чтобы идеал женской красоты по императрице, но близкая к этому. Да, что он видит в ней женственность, что он видит в ней женщину, не коллегу по работе, как бы не начальника смены, там, либо кого-то еще, а вот именно женщину. Тут она права. Вполне вероятно, так что она головой она это понимает. Чувствует, что необходимо быстро действовать. По 8 жезлов такая ситуация долго длиться не будет. Поэтому она чувствует, что надо что-то решать, надо делать. Либо намекать ему самостоятельно, либо пользоваться его намеками, где он не очень аккуратно ей что-то намекнул. В общем и целом примерно так. А по 6 пентаклей она чувствует себя обделенной. То есть она чувствует, что у нее есть много этого ресурса. А какой ресурс у женщины с мужчиной? По императрице. Когда она думает, как императрица, основной ее ресурс между мужчиной и женщиной – это секс. Вот. Я тебе могу детей родить, если уже так совсем жестко и по-природному. Перевернутая 6 – это понимание того, что вот я тебе даю монетки, да, я оказываю тебе знаки внимания. Пожалуйста, давай вперед, ухаживай, щипай меня уже скорее за попу в этом темном углу. А он что-то вот как дьявол, ха-ха-хи-хи, раз и в сторону. Ну, не мерзавец. Почему я думаю именно таким образом? Потому что я давно в самом начале заметил 9 кубков. А 9 кубков, 9 кубков – это ситуация, которая нравится обоим, но не заставляет действовать. Как бы и так хорошо. Зачем стремиться к десятке, к идеалу, к полноте, да, если мужчина, допустим, чувствует, что вот если будет секс во всех позах, это будет скорее плохо. Поэтому не надо испытывать столько физического влечения к женщине. Почему плохо? Ну, фиг его знает. У него там какие-то свои вот внутренние чувственные ощущения. Отсюда у нас маг идет как понимание своих действий. Мужчина думает, что он понимает, что делает. Он осознанно, аккуратно уводит ее в сторону от отношений, которые, в принципе, с его точки зрения ничем хорошим не кончатся. Хороший, правильный дьявол. Ну, то есть он ей манипулирует, конечно, но в правильную сторону. Она ему потом еще спасибо скажет, когда гормоны схлынут, скажем так. Понимаете? Вот. Потому что 9 кубков – это и так хорошо. Не надо ничего добавлять, не надо вставать со стула и идти зачем-то там что-то делать. Так посидим, нам и здесь и так хорошо. Общаемся приятно, флирт. Ну и ладно, достаточно флирта. Мужчина точно чувствует, что ему этого вот так вот достаточно, даже более чем. Как-то так. Перевернутая императрица в этом плане говорила бы о том, что женщина сама понимает о себе, что что-то я себя не контролирую, что-то я как-то уже вся согласная там, где соглашаться не надо. Вот, слишком проявленное внимание к ней. Ну и там начинают включаться уже какие-то негативные факторы, типа, ну как же, я же женщина, он же должен как бы делать то, что я хочу. Капризность включается, обиды женские, да, что вот я специально для него красилась там с утра, да, а он даже не сказал, не заметил, что у вас сегодня такие великолепные ресницы, да, Александра Васильевна. Вот, а он даже не заметил. Вот такие, скажем так, там уже идут такие гендерные стереотипы, которые вот во всех анекдотах у нас с вами проскальзывают. Вопросики только коротко, пожалуйста.
В общем и целом, я так понимаю, понятно, да? Хорошо. Я просто, может быть, не всех вижу, но, по-моему, те, кто с камерой присутствует, как бы, ну, так, сверху. Хорошо. А, В общем и целом, я надеюсь, вы карту уловили. Теперь у нас император. И вот смотрите, когда зерно вырастает, много-много-много зерна, то получается, что с ним надо что-то делать. С ним надо что-то делать, укладывать его как-то в закрома. И вот император, он создает эти самые закрома, квадратные амбары, в которые свозят все это собранное зерно, вешает замок, ставит свое клеймо, что это мое, я хозяин, я распоряжаюсь. По моим правилам, как бы мы выделяем зерна всем, кто работал. Да? Тебе там мешок, тебе 2 мешка, а ты не работал, иди вообще там сам себе ищи пропитание. Император – это глава семьи, император – это отец, но император – это не мужчина любой. Император – это символ мужественности, который управляет. Я бы просил вас не идентифицировать эту карту, не отождествлять эту карту с Овном, потому что это не овновское ощущение. Овновское ощущение – это вот как заезженная уже мной вот эту самую Ларису Ивановну хочу. Император не хочет никакую Ларису Ивановну, у него уже все есть. Он этим владеет, он хозяин. Он приобрел, и он обрезал лишнее. Вот это я хочу, это я беру себе, это я себе не беру. Почему тут головы баранов? Мы там в Телеграме написали, очень там хороший был текст от одной из подписчиц, которая привела пример, что головы это всегда считалось как бы самым почетным куском из баранины, да? Это символика начальника. Не символика желаний, а символика того, что ты владеешь чем-то, ты самый главный, ты голова в доме, да, поэтому тебе... Почему? Потому что мозг – это очень питательная субстанция, она нежная, вкусная, сочная, жирная. Ну, как для нас это не очень понятно сейчас, а для средних веков это такой источник калорий, который мозг считался самым богатым куском мяса, самым вкусным, нежным, сочным. Поэтому как бы часто его и приносили в жертву. Жир часто сжигали не потому, что жир кушать не хотели. Жир – это источник калорий такой, что мама не горюй, поэтому богам отдавали самое лучшее. Тем, кто создавал правила. Император – это бог тоже, потому что он создает порядок. Порядок – это прямая линия, потому что точки на линии выстраиваются в определенном каком-то порядке. Это математика, это формулы, которые являют собой выявленное какое-то правило, по которым эти точки ложатся на поверхность. Да? Это логика, это прагматика, я бы сказал. Это хорошо, это делаем. Это плохо, это не делаем. Все. Никаких лишних эмоций. Хирон в этом плане. Если Венера по императрице, ой, я хочу, дайте еще, все больше, 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 то Хирон проводит границу. Как бы запирает этим ключом амбар. Да, вот тут можно, тут нельзя. Все, хватит есть, а то лопнешь. Это всегда искусственное ограничение, потому что по природе мы хотим есть все больше и больше. Это нормальное желание любого организма насыщаться, пока не лопнешь, потому что это благоприятная ситуация. Должен быть внутренний механизм, который ограничивает. Говорит, все, стоп, хватит. Дальше нельзя, а то лопнешь. Вот. Отец воспитывает. Мама любит. Отец воспитывает. Мама кладет. Как бы, если бабушка и дедушка, бабушка кладет еще пирожок, потом еще пирожок, потом еще пирожок, а папа приходит и говорит, Марина Ивановна, сколько можно ребенка закармливать? Прекратите, уберите эти пирожки, хватит ему одного. Вот это император. Это не дед, который сидит рядом и молча смотрит, как бабушка кормит любимого внука. Потому что император – это главный мужчина в семье, это глава семьи. Если дед уже как бы недееспособен, то он сходит с позиции главы семьи, на нее заходит не самый старший мужчина в семье, а самый властный,
самый деятельный, самый актуальный. Понимаете? Вот. Как-то так. Что это нам дает по практическим значениям? Во-первых, если мы привязываем к тельцу, тельцы, они рукодельцы такие, что им проще что-то сделать, чем объяснять. Сделать руками, вылепить, нарисовать, сделать по примеру, чтобы человек видел. Поэтому это склонность к шаблонам, к проведению линий, создание линейки, по которой удобно рисовать. Потом все это развивается в иерофанта с общественными шаблонами, с общественными правилами, которые создает император, но о которых так весело, задорно рассказывает иерофант. Вот. То есть Бог создал 10 заповедей, иерофант в виде Моисея принес это все людям. Не Моисей придумал 10 законов. Хотя там граница между Богом и Моисеем, он же как бы воспринял, да, и с точки зрения людей Моисей как бы дал, но одновременно Бог. То есть там вот слияние этих карт так и происходит. Император мало-помалу перетекает в иерофанта. Императрица мало-помалу перетекает в императора. Многие женщины, особенно с возрастом, становятся властными, особенно если им нужно там управлять теми же самыми внуками и прочим, и прочим. Есть те, что остаются любящими бабушками, которые докладывают 21-й пельмени ребенку, да, в тарелку, а есть бабушки, которые, ну, прям занимаются воспитанием ребенка, особенно если это семья какая-нибудь неполная. Мама любит, папа воспитывает. Если нет отца, мама вынуждена и любить, и воспитывать. Разрываться очень сложно. Поэтому люди часто вырастают капризными, такими вот из неполной семьи. У них проблемы с отцом могут быть, проблемы с мужчин. У девушек бывают обычно проблемы с мужчинами, у мужчин обычно бывают проблемы с девушками, если в семье если семья неполная, потому что, как правило, остается ребенок с мамой, и правильно вот такого вот жесткого мужского императора мать не может отыгрывать в полной мере, потому что ей некогда, ей нужно еще и любить. А разорваться на 2 стула очень сложно. Поэтому либо есть мамы, у которых дети разбалованные, ходят там где-то гуляют, потом попадают в какие-то истории, либо наоборот, мама берет всю власть в свои руки и регулирует так ребенка, что он ходит по струночке, весь загнанный, весь в комплексах, это нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть очень сложно одному человеку выполнять одновременно и императрицу, и императора. В смысловых значениях, в раскладах. Так, тем самым у нас есть клип, который я вам сбрасывал, второй, да? Безвоздушная тревога с Тамарой Гвирцетели. Во-первых, Тамара Гвирцетели. Какой мощный, сильный, четкий голос. Тамара, она императрица, конечно. Голос у нее – это император, которым она… Ну, в дуэте с ребятами из Би-2 кто рулит, кто задает тон? Конечно, Тамара задает тон, потому что ее сильный, классический, оперный голос – это то, что выстраивает всю композицию. И уже ребята под нее подыгрываются, соглашаются с ее подачей и входят туда. По визуалу из того клипа давайте посмотрим. Во-первых, очень много военной тематики. Много военной тематики, есть ощущение религии, не Бога, не той божественной легкости, как в предыдущем клипе, а вот именно задекларированной, зарегулированной религии. Есть вера по императрице, ну, если так разделять, и религия по императору. Определенные правила, которые нужно соблюдать, свод законов, который часто выступает в виде соборов, церквей, в принципе, как символика правил моральных. Вот. Очень много ребят военных, в военной форме. Да? Опять же, тона цветовые сдержанные. Если в императрице все ярко, пышно, сочно, то тут цветовая гамма сведена к минимуму. Черное и белое. Почему? Ну,
почти черное и белое, почти дуальность, потому что император Хирон – это вот линия. Здесь так, а здесь так. Здесь хорошо, а здесь плохо. Такое идет уже как бы разделение на правильных и неправильных. Плюс вот эти вот железные конструкции, четкие прямые линии на фоне вот вроде бы как бы чего-то красивого такого, да, но зарегулировано вот этими прямыми линиями. Вообще эти два клипа, они, ну, если не специально так сделаны, то это гениальные штуки, которые очень четко, хорошо ложатся на текст, на смысл, на подачу, на вот эти два карты. Много людей в форме. Форма – это император, это определенная форма, определенные линии. Много девушек в одеждах латексных, которые говорят о сексе, да, но таком, который скорее больше склонен к управлению другими людьми, да, БДСМ и вот это вот все. Это уже император. Так можно, так нельзя, так делай, так не делай. Сюда люби, сюда не люби. Вот. Очень хорошая штука с брусчаточкой. Прям вот делает весь клип, потому что ощущение брусчатки, природы, который обтесан и заложен в определенный порядок, которым нужно пользоваться, вот это прям здорово. То же самое форма. Причем, заметьте, ребята, которые в этой форме, да, они не просто ребята в форме, они танцуют там, вот эти солдаты, они, ну, само собой, что это танцоры, но они пытаются выразить свои эмоции в каких-то зажатых движениях, таких движений специально зажатые и ограниченные, чтобы чувствовалось вот это вот само название и текст. Безвоздушная тревога, что-то зажатое, аккуратно, не дай бог, а вдруг ошибка, а вдруг вот тот самый дьявол, который приводит к смерти. То есть вот это вот ощущение, что ай-яй-яй, нельзя, аккуратно, движения скованные, позы зажатые, такие зарегулированные, очень-очень круто. Вот. Теперь можете еще раз пересмотреть, и, но уже с другим ощущением, и поймете. Ну и текст там «Ровно дыши, капитан моей распущенной души». Распущенная душа – это императрица, конечно же. Капитан моей распущенной души – тот, кто регулирует, управляет, переводит к какому-то порядку. Император. Вот как-то так. Хорошо, поэтому император – это у нас управление, покровительство, правила и законы, мораль, государство, корпоративность, карьеризм, иерархия, догмы. Догмы не в плане соблюдения, а в плане создания догм, создания правил. Везде, где выпадает эта карта, нужно действовать аккуратно, осторожно, с пониманием того, кто главный, с пониманием того, как тут правильно себя подать с точки зрения «я точно знаю, как правильно». Да? Это доказательство своего опыта, это не взять на понт, это доказать свою правильность своих действий, потому что ты четко понимаешь, четко знаешь, что ты делаешь. Формулировки четкие, ясные, как в армии, вот это вот, как строевой шаг по брусчатке. Все это может работать в негатив, потому что догмы – это не только то, что помогает держать себя в рамках, но и то, что мешает полету творчества, вот той самой распущенной души. Вот. Некогда Родина в опасности. Вот это император, который перевернутый. Иерархия. Она может работать в вашу сторону, особенно если вы знакомы с императором, если у вас там, я не знаю, допустим, какой-нибудь папа в управлении «Газпрома», либо что-то такое. Это, конечно, для вас выгодно. Вот. Но император перевернутый – это когда вы безотцовщина, да, вам помочь некому, допустим, а правила создают те, кто сидят сверху. И ты понимаешь, что ты по этим правилам не проходишь никак. Вот. Императоры очень не любят люди, которые творческие, потому что это режим дня. Эти диеты, которые нужно соблюдать, это питание, которое правильное, а не которое хочется природными желаниями по императрице. Корпоративность. Ничего плохого нет. В каждой корпорации есть правила. Но если эти правила тебя зажимают, и ты чувствуешь, что полета твоей души не происходит, ну, уходи из этого Макдональдса в конце концов. Вот, как бы все равно тебя там творить какие-то кулинарные шедевры не научат, потому что там регулированность, там правила.
Обжаривать котлету нужно там 25 секунд с каждой стороны, образно. Да, я не знаю, сколько секунд надо обжаривать, но вот у них прям такой по финансам и по имуществу хорошая карта для людей, которые следят за своими финансами. Четкие правила. Столько трачу, столько не трачу. Граница, за которую переходить нельзя. Император – это кто? Это хранитель империи. У империи есть границы. Вот это наше, это не наше. Вот. Поэтому вот это можно тратить, это тратить нельзя. Эти деньги я оставлю себе, а эти отдам там нищим, убогим. То есть он не злой император, и он не жадный. Он, как помните в этом мультике, я не жадный, я домовитый. Вот это мужчина, который все в дом, который такой истинный ценитель того, что свое, хороший хозяйственник, крепкий хозяйственник. Вот. Это император. Почему? Потому что он хозяин. Вот и все. Хозяин в доме есть? Есть. Сразу видно. Все чистенько, аккуратно. Хозяйка в том плане, что она все убирает, что у нее все ровненько, чистенько. Это женщина, которая император уже больше, нежели императрица. Понимаете? Императрица-хозяйка, она просто владеет. А вот женщина-император, она выстраивает определенный порядок. Так, на кухню заходить нельзя, если я борщ варю. В тапках по ковру ходить нельзя, снимать нужно. Я только пропылесосила, а вы тут своими грязными лапами. Ну-ка все вон пошли. Ну, вы знаете о чем, да? Это женщина-император. Управление, владение, неважно чем, расчетливость, неважно в какую сторону, важно в том, что это выражено в чем-то материальном. Потому что император, ему нужен материал, материальное. Потому что правило должно быть подкреплено чем-то материальным. Платонические отношения хороши, но без секса это какая-то ерунда, фигня получается. Вот императору нужно реальное что-то. Доказательства где? Император – это четкие доказательства, четкие, конкретные, которые доказывают вину. Вот тут ты виноват, тут нет. Все понятно. А вот эти ваши «мне кажется», императору не кажется никогда. Император четко знает, да или нет. Это вот линия, по которой обтесывается его трон из природного камня, обтесывается ровненько. Это лишнее мы убираем. Это вспоминается Скорпион, который очень любит все выбрасывать. Император накапливает, а Скорпион выбрасывает лишнее. По действию, по саморазвитию, упорядочивание, правила, регулирование, форма, практичность, физическое, опять же, развитие. Телец – это не столько психика, сколько физиология. Вот. Но психикой тоже можно управлять, если вы создаете себе определенные правила. С другой стороны, минусы император, минусы и плюс. Шаблоны – это то, что нам помогает быстро делать работу. Вы можете аккуратно вести тонкую линию, да, прямую, стараться сделать ее ровной. Если вы берете линейку, раз прямую линию проводите моментально, быстро. Шаблоны вам помогают в каких-то стандартных ситуациях. Вы не думаете, вы на автомате ходите по дому, знаете, где куда наступить, где у вас там чашка лежит, вы с закрытыми глазами можете себе сделать кофе, потому что по шаблону действуете. Это то, что помогает экономить расход энергии в мозге. Послушайте этот, сейчас он уже стал, правда, скандально известным, этот, как его, доктор Курпатов. Вот он очень много говорит о том, как там происходят вот процессы в мозгу, да, и вот это вот шаблонность действий, как помогает экономить расход калорий в мозгу, потому что если мы каждый раз будем думать о том, что мы делаем, так, я готовлю кофе, сколько нужно, нет, на автомате раз, мозг таким образом экономит время. Император, он экономный. И вот заметьте, императрица, она жадная, да, она такая вот себе, а император, он от себя не пускает лишнего. Он экономный. Он в амбар, под замок, ключик, все, это мое. Как бы выдача зарплаты в 20-х числах. Все свободны. Физическое развитие сказал, да? То есть телец – это телесное, если уж так совсем. Ну, я понимаю, что притянуто за уши, но хорошо ложится на память. Морализаторство. Морализаторство – это когда вы вспоминаете эти шаблоны.
Но когда вы начинаете занудствовать, это перевернутый император. Что такое занудство? Это ты действуешь по правилам, объясняешь человеку то, что Волга впадает в Каспийское море. Прописные истины какие-то. Сухость и бездушность. Сказано люминий, значит люминий. Да, как в армии. Неважно, копать отсюда и до обеда. Император сказал, мы должны выполнять. Отсюда вот бездушность такая. Отсюда фишка о том, что армия делает из мальчика мужчину. Да, она его закаляет определенным образом, потому что мужчина начинает понимать рамки, границы, в которых можно себя проявлять, а в которых нельзя. То есть дает ему ограничение общественное скорее. И по эмоциям и личной жизни. В первую очередь это мужество. Если императрица – это женственность, мама любит, то мужество – это папа воспитывает. Мужчина не позволяет себе лишнего, как джентльмен. Он, конечно, очень хочет ущипнуть за попу в темном углу. Но если он правильный гефест, который верный муж, вообще гефест – это идеал правильного мужа. Ему, может быть, тоже очень хочется там всяких нимф по углам позажимать, но он не может себе этого позволить, потому что его сущность – это правильность, правило, линейка, за которую переступать нельзя. Опыт, уважение к родителям, традиции, отец, вот это все туда идет. Почему традиции? Потому что традиции – это правила, которые накоплены, которые в виде каких-то практических, опытных штук были уже проверены твоими родителями. Вот. Ну, с другой стороны, как есть покровитель, да, есть диктатор. Я делаю то, что я хочу. Я создаю те правила, которые мне удобны. Это перевернутый император, который заботится не о благе подданных, а строит себе дворцы, яхты и прочее, всякое такое. Да? Извините, если я задену чьи-то теплые чувства по отношению к правителям, да, но вот когда говорят, что Сталин, допустим, был таким бедным человеком, у него была одна шинель и пара сапог, у него была целая страна, и он создавал правила так, как хотел. Все следовали этим правилам, потому что он отец народов, понимаете? Вот. Не будем проводить параллели с современностью, потому что мы передеремся. Хорошо, уважение к родителям отсюда. С одной стороны, да, а с другой стороны, помните вот это? А что скажет папа? А что папа? Помните мультик, да, с Карлсоном? Что скажет папа? Может, не надо так делать? Может, не надо проявлять себя в творчестве? Потому что скажет папа, который, возможно, уже давно умер, но до сих пор звучит у вас в голове и говорит: ой, этими рисульками, рисовайками ты на жизнь себе не заработаешь. И творчески талантливый человек идет работать, я не знаю, кочегаром, да, в какую-нибудь котельную. Это перевернутый император, когда Виктор Цой, творческий человек, идет работать кочегаром, да, потому что он должен по правилам, он должен где-то работать, иначе он будет тунеядцем. И вот творческие люди в Советском Союзе, да, вынуждены были где-то там быть, числиться где-то ночными сторожами, ночными этими работниками котельной и прочее, прочее. Это закон, который душит, давит, но который надо соблюдать, потому что он закон для всех закон. С другой стороны, вот образ Хирона как учителя, да, что такое Хирон? Хирон – это двойственность. Вот граница здесь человеческая, здесь животное. Хирон переводит человека из животного в человеческое, он его окультуривает, оцивилизовывает, обучает. Вот. Отсюда уже растут ноги у Иерофанта. У Иерофанта, кстати, 2 ключика, да, там на карте. У Хирона 1 ключ. Пример. Расклад я пока не сделал, но давайте мы с вами сразу выставим. Такая ситуация у нас. Ага. Так, по императрице перевернутой есть вопрос в чатике. Чуть-чуть позже я отвечу, если вы не против, когда уже буду отвечать на вопросы. Что у нас? У нас есть император. Я пока сам расклад не сделал, но достаточно
Так сделаем. Нет, так не выйдет. Ладно. Давайте все-таки сделаем стандартно. Так, есть. Есть. Хорошо. Вот у нас есть такие карты. Во-первых, жезлы. Раз. Что за ситуация? Вот тот самый император, который будет выражать сущность отношений между двумя людьми. Не очень удобная штука. Вот, опять же, жезлы у нас семерка. Я не помню толком ситуацию, но буду вспоминать по ходу пьесы, когда буду вам рассказывать. Перевернутый меч. Так. Дальше у нас восьмерка. Так, или точнее девятка. Тоже перевернутая. Значит, когда у нас много перевернутых карт, значит, человек не очень понимает ситуацию. То есть ошибается. Соответственно, раз ошибается, значит, действовать будет неверно. Раз неверно, то для него эта ситуация будет разворачиваться плачевно. То есть ситуация будет плохой. Не потому, что ситуация плохая, а потому что человек не вкуривает, что там происходит, и делает многочисленные ошибки. Вот. Так-то ситуация – это ситуация. Ситуация, допустим, туза мечей – это ситуация туза мечей. Но человек может чувствовать эту ситуацию как перевернутую, то есть негативную. Туз мечей направлен против меня. Сейчас буду вам пояснять, о чем там речь в этих самых мечах, где они. Пятерка, так, пятерочка и умеренность. Вот карта, которая вытягивает. Хорошо. Такая у нас с вами ситуативная ситуация. Есть у нас водолей. Который женщина. И есть у нас рыбы, который мужчина. Ой. В чем загвоздка? Женщина спрашивает, вот есть интересный мужчина, он ухаживает, да, и вроде такой нормальный мужчина, хороший, приятный, интересный, аккуратно добивается своего, не то, чтобы он сразу тащит в постель, а как-то так понимает, что, ну, в принципе, все сводится к тому, что, ну, да, можно с ним и в постель лечь, потому как мужчина приятный, интересный, джентльмен со всех сторон, и вообще, ну, а почему нет? Но длится это достаточно долго и не приводит, в принципе, ни к чему. Вот. Возникает вопрос. Женщина спрашивает, что у мужчины на уме. То есть, что он хочет вообще, какие его мотивация, ну, что ему нужно. Его мысли, чувства, действия, если так можно, да, сказать стандартно. Ну, мы смотрим. Во-первых, она водолей, это уже дает нам пищу для размышлений, потому как водолеи, они, ну, поясню, возможно, первый раз. Я, когда говорю о знаках зодиака, я даю такие достаточно шаблонизированные образы, которые где-то там перенасыщены красками, да, сгущены очень краски, эмоции, просто для того, чтобы было проще и легче вам прочувствовать эту ситуацию. Так-то они, конечно, умнее, чем я о них говорю, так они гораздо более сдержанные, более спокойные, но для того, чтобы поярче было, я вот сгущаю краски. Водолеи, они логичны, порой предельно логичны, в ущерб своим эмоциям. Эмоции у них навалом. Те, кто говорят, что эмоции, что водолеи, они холодные и безэмоциональные, очень ошибаются. Просто водолеи очень пытаются свои эмоции эти самые контролировать. Почему? Потому что не очень понимают эти самые эмоции, поэтому на всякий случай пытаются не показывать свои чувства на людях. Вот, отталкиваясь в действиях с другими людьми от понимания их действий, а не от интуитивного чувствования. Развитые водолеи, они, конечно, чувствуют ситуацию, вот, но не всегда понимают. Грамотные водолеи, они пытаются решить эту загадку, поставить все в логику и прояснить ситуацию словами. С водолеями всегда можно договориться, если они только, ну, если они согласны. Предельно логичные люди, с которыми вообще приятно говорить, интересно. Вот.
Поэтому женщина, которая водолей, она может испытывать ничуть не меньше эмоций, чем все другие знаки, просто она их не очень понимает. Потому что эмоции – это то, что плохо подается, ну, мягко говоря, плохо подается логичному объяснению. Потому что эмоция – это непосредственное чувствование ситуации. Нелогично. Логично ты объясняешь, а эмоции ты просто чувствуешь. Вот нравится картина? Нравится. А почему? Ой, я не знаю, просто нравится и все. По водолею, водолей скажет, тут такой мазок приятный, приятное сочетание цветов, гармоничное сочетание элементов, свет хорошо направлен, то есть вот, рука мастера чувствуется в мазке, то есть вот. Плюс еще я знаю, что эта картина стоит $1 миллион, конечно, приятная картина. Вот. А вот рыбы, они просто чувствуют. Вау, какая картина, да. О, это картина известного художника. Да неважно, картина классная. Да. Она стоит там, да, серьезно, она еще денег стоит. Интересно. Прикольная картина такая, ее кто-то продать хочет. Да? То есть вот рыбы, они такие, они менее логичные, они более интуитивные, они такие, да, будь как будет, и так пойдет, да, нормально. Вот. Ну, развитые рыбы. Неразвитые рыбы боятся, плавают в темной мутной воде, не очень понимают, что происходит, потому что они пытаются, опять же, свои эмоции понять своей головой. Вот. А правильным рыбам нужно просто жить по эмоциям, просто по ситуации, плыть по течению, правильно под этого, работая плавниками в нужную сторону. Что у нас тут в этой ситуации? Мужчина, во-первых, император в центре уже говорит о том, что рулит мужчина. Но не дайте себя обмануть, пока вы не поговорили с клиенткой. Если клиентка такая уверенная в себе женщина в деловом костюме, такая вся, то вполне вероятно, что это она рулит. А мужчина, который рыбы, аккуратно, мягко соглашается, обходит острые углы, и создается ощущение, что женщина задает правила, а мужчина увиливает. Так вот, карта, которая лежит в центре, она говорит не о действиях мужчины, либо о действиях женщины. Она говорит об общем ощущении, которое возникает в отношениях, об общем правиле, о краткой характеристике, которую мы можем дать этим отношениям. Что двух этих людей связывает, что их объединяет. Перевернутая карта говорит о том, что разъединяет, что мешает быть вместе. То есть негатив какой-то, да? Так вот, прямой император у нас говорит о том, что у отношений есть определенные правила. Кто заложил эти правила, это уже вопрос. Вот так. Как-то так. И этот вопрос мы сейчас будем выяснять. Но правила, в общем и целом, правильные. То есть они не дают этим отношениям скатиться в какую-то там разухабистый разврат, да, либо еще что-нибудь такое с нарушением морально-этических законов и прочего всего. Вот такого. Хорошо. Смотрим вот этого скользкого противного мужчину. Почему скользкого противного? Шумеры. Не то чтобы они там были гениальными людьми, когда придумывали этот свой зодиак в этой своей Месопотамии. Они просто брали жизненные ситуации и накладывали на них понятные, знакомые им шаблоны. Поэтому скользкий человек у них ассоциировался с рыбой, который непонятно в какую сторону вильнет, схватить его не схватишь, только за слабые места, за жабры. Да? Вот. Но так вообще, если на него нажимать, он будет выскальзывать, как рыба из рук. Вот это такие аккуратные джентльмены, да, которых за руку не поймаешь, потому что они обходительные, у них такие обтекаемые формулировки, они так бла-бла-бла, да-да-да, да-да-да, конечно, завтра. Вот это рыбы. Рыбы живут в будущем, поэтому, да, конечно, завтра, это вот можно услышать от рыб очень часто. Водолеи и рыбы – это вот те, кто уже в будущем немного. Что он думает? Он думает, что женщина слишком многого хочет. Вот и все. Почему? Потому что перевернутая королева жезлов – это женщина, которая на социальном уровне пытается взять от ситуации то, что эта ситуация ей дает. Если бы там был король перевернутый, я бы сказал, что она пытается выжать из ситуации то, что ей там нужно, изменить ситуацию в ту сторону, в которую ей хочется. У королевы есть привилегии, но нет полных прав. То есть она изменить ситуацию не может, но может попытаться взять от ситуации по максимуму.
Мало ли, может, она кроме того, что с этим мужчиной флиртует, да, либо, ну, поддается на его ухаживание, может, она еще там с его помощью какие-то социальные вопросы решает. То есть, ну, рабочие какие-нибудь, да, вот. То есть он ее считает такой хитрой женщиной, коварной ведьмой, которая как бы вроде бы проявляет свои желания по жезлам, но с другой стороны не все желания правильные, так как королева перевернутая. Возможно, это какие-то рабочие желания, а может быть, они просто преувеличены. В любом случае он чувствует, что она пытается его использовать как-то так, ему это не очень нравится. По пятерке мечей, чего он хочет? Он хочет ее победить. Я бы не сказал, что он хочет ее унизить, растоптать и прочее. Там все это. Нет, зачем? Он просто добиться своего хочет. Невзирая, что там дальше будет, вот пятерка нам говорит о том, что он не сильно далеко стратегически мыслит. Ему это не надо. Он живет, по крайней мере, в этих отношениях теперешним днем, потому что пятерка мечей – это ситуация здесь и сейчас. Я побежду здесь и сейчас, потому что, ну, в будущем будет так, как в будущем мы будем смотреть. Рыбы – знак мутабельный, который приспосабливается к текущей ситуации. Поэтому то, что рыба вам обещает сегодня, она вам обещает сегодня. А когда вы завтра спросите, ты же обещал на мне жениться, вот возникает ситуация из анекдота, да, мало ли, что я на вас вчера обещал. Да? Вот. Как-то так. Умеренность. Вот эта карта сильно все вытягивает, потому что мужчина действует, в принципе, аккуратно, осторожно, правильно. Не то, чтобы он там хитро, скользко, коварно, незаметно как-то переворачивает ситуацию в свою сторону. Ничего подобного. Он, конечно, переворачивает ситуацию в свою сторону, но делает это правильно. Потому что эта карта прямая, пятерка мечей прямая, император прямой. А вот со стороны женщины все карты перевернуты. Значит, что она не очень понимает ситуацию, соответственно, действовать правильно, ну, вряд ли она будет действовать правильно, если вряд ли Водолей будет действовать правильно, если он не понимает ситуацию, потому что Водолей действует, исходя из понимания ситуации, а не исходя из эмоций. Поэтому у нас что? В эмоциях перевернутый туз мечей. Перевернутый туз мечей говорит о сопротивлении. Прямой туз мечей – это сила, действие, мысль. Ну, мысль, она по итогу перетекает в действие, да, слово, действие и дальше. Перевернутый – это вот ощущение того, что я делаю, говорю, а он улыбается, как это, и продолжает свое коварное дело, да. Ну вот. Проще говоря, а Васька слушает, да ест. Вот. Вот такое у него возникает ощущение, что какой коварный мужчина. Я с ним честно, а он, да-да, честно глядя в глаза, укладывает там, я не знаю, в постель, либо там что-нибудь такое. По семерке жезлов, что у нее в голове? Она понимает, что сопротивляться надо, что нужно отстаивать свое, потому что семерка жезлов говорит об отстаивании своей позиции. Упорно, прямо у меня есть желание, у меня их много, я тоже, у меня тоже голос, я тоже петь хочу. Но получается так, что она понимает, что это какие-то неправильные ее желания. Да? То есть карта перевернутая, которая говорит о том, что желания, которые ее там одолевают, то есть по семерке жезлов, на семерке жезлов она стоит, это вот она такая, да, защищает свою землю, свое право, свое желание, а много всяких разных желаний. Перевернутая карта говорит, что эти желания, скорее всего, побеждают, либо сбивают ее с укрепленных позиций. Кто? Либо мужчина, либо ее собственное желание. А так как у нас рыба, которая аккуратно по пятерочке мечей побеждает ее, то, соответственно, мужчина оперирует ее желаниями. Вот, ты же сама хочешь, да? Это он глазками сделал, и она понимает, что она все понимает, но что-то сделать с этим очень сложно. По девятке пентакли перевернуты. Какие ее действия? По прямой девятке у нас идут действия ради развлечения. Да? Потому что соколиная охота – это не охота ради пропитания, это охота ради развлечения. Потому что в богатом саду, увешанном виноградом, не надо охотиться, потому что у тебя и так есть что поесть. Сокол тебе нужен для того, чтобы развлечься охотой.
Вот если бы была прямая карта, я бы сказал, что она ведет, она развлекается, так, как ей хочется. Приятно мужчинам, почему бы не развлечь себя мужчиной. Вот. Перевернутая говорит о том, что ее действия основаны на безопасной ситуации, в которой ей скучно, и она просто со скуки либо выдумывает себе какую-то ситуацию, либо действует. Ну вот действует скорее так, потому что выдумывает это скорее в мыслях, а по действиям, вот. Поэтому можно сказать, что вот тут наша клиентка не очень права. Как вы ей это сообщите, уже ваша непосильная задача, порой бывает сложно. Вот. Особенно с водолеями, которые считают себя умнее других людей, и это довольно часто совпадает с реальностью. Но император говорит о чем? Что правила, скорее всего, аккуратно, но нерушимо задает мужчина. Да, вот этим вот аккуратненько, спокойненько, потому что у нас умеренность усиляет императора. Почему? Потому что, если вы помните, вот у нас император, да? Вот он тут в Тельце, Хирон, вторая карта второго дома. Противоположностью у нас та самая смерть, о которой мы говорили, и умеренность. Умеренность – это аккуратный перевод ситуации из одного положения в другое. Можно сказать, что мужчина переводит отношения из романтических в какие-то сексуальные, либо из сексуальных в какие-то романтические. Карта прямая говорит о правильности. Так, давайте вернем расклад. Карта прямая говорит о правильности действий мужчины. То есть он переводит какую-то лишнюю, возможно, романтику, которую она дает, в практичную сферу. Либо практичную какую-то, вот, давай мы по пятницам встретимся, потому что мне по пятницам удобно, тебе по пятницам удобно, да, и вот такой вот просто секс ради того, чтобы, выпустить пар, да. Водолей, кстати, вот такими логичными действиями вполне узнаваем. Так вот, мужчина, возможно, добавляет романтики в это все дело. Давай, не просто, а где это же это, а поговорить. Вот, мужчина умеет поговорить. Добавить что-то такое, что добавляет романтики, что сбивает ее с толку, возможно, хотя там, вот она пыталась логично, да, добиться там каких-то своих желаний и развлечься с мужчиной, этот мерзавец взял, добавил романтики, захватил власть и теперь рулит, и ничего с ним сделать нельзя, что вызывает у водолея когнитивный диссонанс. То есть, а что делать-то? Подождите, как у него это получилось? Мы же договорились просто секс по пятницам. Вот примерно так. Так, вопросики есть в чате, отвечу, да. Если, например, в отношениях мужчина вдруг начинает вести себя холодно, женщина спрашивает, что у него происходит, почему он не звонит, например. И отдельный вопрос. И выпадает перевернутая императрица. Как это трактовать? Очень просто. Не надо спрашивать, что у него происходит, потому что как это не женское это дело. Знаете, есть такой мем, да, где такая женщина лежит в постели такая с телефоном, почему он не звонит? А он там в забое, шахтер такой, с этим, с отбойным с молотком, грязь, вот это вот все, работа тяжелая такая. Почему он не звонит? Да занят он, работает, мамонтов убивает, да, вот. Поэтому перевернутая императрица – это женская капризность, это женское такое, ты же можешь ответить мне на звонок, да, я понимаю, что ты работаешь, я понимаю, что у тебя операция на сердце, да, но тем не менее, я же тебе звоню, я же тебя люблю, я же тут одна несчастная, обо мне некому позаботиться, ты на этой своей дурацкой работе, да. Конфликт, который между императором и императрицей может возникнуть, это конфликт в голливудских фильмах, где мужчина полицейский, а женщина как бы дома детей воспитывает, а у полицейского постоянно так получается, что только он собирается ехать домой, как это, свежий труп, да, либо там что-то происходит, и он понимает, что он полночи будет сейчас расследовать вот это вот расследование, да, потом приезжает домой в 5 утра, и раздраженная императрица говорит, все понятно, ты любишь свою работу, а не меня.
А он ей пытается по императору объяснить, что я не могу как бы бросить пацанов, потому что там работа. Да? Вот. Ну, я же тебе зарабатываю, деньги привожу. Вот это перевернутая императрица, которая не хочет понять, она все правильно чувствует, потому что она нуждается в любви. Правильный император должен проводить линию. Не, ребята, все, 17:00, я домой, меня жена ждет, меня жена любит. Вот это правильный император. Как-то так. Екатерина еще спрашивает, в этом раскладе женщина может обманывать мужчину по перевернутому тузу, так как он ей нужен только ради развлечения по перевернутой девятке? Нет, я бы не сказал. Во-первых, водолеи, они не очень склонны обманывать. Это если брать по умолчанию, да, конечно, любой водолей может обманывать, особенно если это диктует логика. Тогда он холодно, спокойно, рассудительно, по логике, ну, обмануть, значит, надо, да. Но водолеи видят, чувствуют, ощущают логику такую нелогичную, логику этих самых социологических данных, да, когда у него набирается определенный жизненный опыт, который ему дает логику, которую нельзя проверить, но ты знаешь, что у людей так происходит. Да? Эту, как это называется, когда собирают сведения, а потом выводят из них какие-то данные. Социология. Вот. Социологические данные в голове у водолея, они могут быть нелогичными, но это социологические данные, от которых можно отталкиваться в построении логических цепочек и своих действиях. Поэтому перевернутый туз мечей – это не столько обман, сколько сломанная логика. Вот, она не очень может понять, почему он так действует. Опять же, это наша клиентка. Мы можем у нее спросить, и она по умолчанию… Смотрите, дело в том, что мы не можем подвергать сомнению слова клиентки. Мы можем допускать, что она не во всем права, потому что она не полностью понимает ситуацию. Но когда мы у нее спрашиваем, гражданочка, а вы его там случайно не обманываете по перевернутому тузу? Если она вам говорит, я не обманываю его, значит, она обманывается сама. И вы должны ей верить, потому что отношения между клиентом и тарологом в первую очередь это доверие, потому что без этого просто не будет работать. Если клиентка будет вам с места в карьер заявлять, вы мне расскажите сначала последние 3 месяца моей жизни, потом я подумаю, стоит ли брать у вас консультацию. До свидания. До свидания. Извините, что потратили время на переписку. Потому что без доверия просто не будет вот этого ощущение. Но вы же верите врачу, да, вы же не лезете в медицинские справочники, вы же верите священнику, который говорит, вот тебе крест, я сам Бога видел, да, и он видел. Просто не глазами, как Гагарин в космосе, а вот вообще. Он чувствует его, и мы ему верим, что он знает точно. Мы же не лезем в Библию проверять каждое слово священника. Поэтому вот как-то так. Поэтому мы с клиенткой общаемся на взаимном доверии. Поэтому у нее спрашиваем, вы его не обманываете? Нет, нет. Поэтому вот этот вопрос мы можем просто выяснить у клиентки. Еще один вопрос, и дальше перейду к разговорам с вами. А как понять, что это не более интересная женщина, любовница, перевернутая императрица, как вы говорили ранее? Потому что она не в действиях, и она не лежит между ними. И опять же, у перевернутой королевы жезлов, то, что я вам говорил ранее, что это, заметьте, может быть любовница, но это не значит, что это обязательно 100% любовница. Это образ женщины, который в голове держит мужчина. Это может быть образ этой женщины, это может быть образ другой женщины, более яркой и привлекательной в сексе, да, там более зажигательной и более ярко проявляющей свои желания, да? Вот, провоцирующей мужчину на выброс вот этих самых желаний. Вот. Но так как она себя так ведет примерно подобным образом, да, то, скорее всего, это она. И опять же, потому что мне так кажется, это достаточное обоснование для вас, как для таролога, чтобы принять версию карты, чтобы принять одно из значений карты, как, а вот с этим клиентом вот эта карта будет значить ее. С другим клиентом, может быть, значила любовницу. Это уже как мне в голову взбредет мое. Как-то так.
Наталья, так, у вас там первый был вопрос, потом будет Екатерина. Да, я хотела бы спросить, а можно ли ответить на вопрос о времени продолжения таких отношений, краткосрочные или долговременные по императору? Я понял. Смотрите, как я Спасибо. делаю. Я обычно, если речь идет о времени, я говорю, давайте посмотрим месяца на 3 вперед, как будет развиваться ситуация. Это достаточно удобно, практично и это помогает людям. Император у нас, в принципе, говорит о том, что ситуация не склонна развиваться в какую-то непонятную дичь, либо скорее, что император он пытается сохранить. Он рачительный хозяин, он считает, что зачем, вот хорошо сидит, чего вставать, чего идти. Вот. Он чувствует себя хозяином ситуации, поэтому он распоряжается, как ему хочется. Минус может быть в чем? Минус, если вы смотрите на соотношение характеров, рыбы знак мутабельный, водолей знак фиксированный. Поэтому водолей вряд ли будет менять отношения, потому что он более медленный, чем рыбы. А вот рыбам в голову может стрельнуть все, что угодно, любая жидкость, поэтому они могут вильнуть хвостом в любую сторону. Но так как у нас император скрепляет отношения, то это скорее отношения, которые пока держатся на взаимном интересе, на желаниях этой женщины и на том, что мужчина заинтересован в отношениях с женщиной, плюс еще императора медленного фиксированного укрепляет медленная фиксированная умеренность, которая тоже говорит, что действия мужчины не какие-то резкие в разные стороны, а вот он как медленный кит, да, аккуратно, спокойно как бы делает то, что ему нужно. Вот. Так что тут косвенно ситуация не склонная к быстрому развитию. Но если мы хотим задать вопрос, а что будет там в ближайшие 3 месяца, да, к чему он склонен? Берем раз карта, где она выпала, да, выпала. Вот раз карта на его будущее, 2 карта на ее будущее и 3 карты на их общее будущее. Тут отношения в течение 3 месяцев будут выходить на этап, что будут вылазить все минусы. Потому что по перевернутой пятерке кубков есть минусы, есть и плюсы. Но по перевернутой мы больше в негатив смотрим. Поэтому минусы прямо лезут в глаза, мы не замечаем плюсы. По прямой я бы сказал, что люди понимают, что ситуация не идеальная, что она меняется, но тем не менее есть много хорошего, есть много плохого. Но о хорошем тоже забывать не надо. Вот это прямое положение. То есть в прямом положении мы помним о плюсах. В перевернутом мы этих плюсов не видим за минусами, которые вылазят на передний план. Мужчина будет причиной вот этих самых эмоций. То есть он будет тыкать водолея, скорее всего, в какие-то неправильные ее действия. Почему я так думаю? Потому что у нас сейчас идут неправильные действия водолея. У нее карта перевернутая, она не совсем адекватно понимает ситуацию. Вот, поэтому скорее она склонна ошибаться. Плюс мне так кажется еще, да? Вот, но мужчина будет эмоционально эмоционировать, да, психовать, проще говоря, будет рулить ситуацию в ту сторону, в которую ему хочется, потому что король – это управляющий эмоциональной ситуацией. А с ее стороны будет идти обида определенная, потому что тройка мечей у нас – это обида. Почему? Потому что ты понимаешь, что да, все логично, все понятно. Как бы, то есть по перевернутой тройке ты не понимаешь, тебе просто обидно. Ты не можешь понять, как вообще так можно сделать. Да, у меня не укладывается это в голове. Почему? Потому что двойка мечей – это сомнение, потому что просто меч – это мысль. Двойка мечей – это 2 мысли. Можно так, а можно так. Это сомнение. Да? Двойка мечей, где женщина держит 2 меча. Тройка мечей – это сомнения, которые подтвердились. Да? И ты понимаешь, да, вот мои мысли были, моя точка зрения, вот точка зрения другого человека. И вот мы приходим к консенсусу, мы приходим к одной единой мысли, к логическому выводу, что вот моя мысль была хорошая, его такая, и вот получается что-то третье. Вот. Причем карта прямая, она понимает, что тут глупо обижаться, потому что ты же сама хотела, как это за что боролась, на то и напоролась. Водолеям надо отдать должное, что когда они все-таки приходят к пониманию ситуации, они такие, да, что ж поделать, сам виноват. Вот, как-то так. Скорее всего, она вот этими неаккуратными, неосторожными эмоциями, действиями, желаниями
его как-то обидит, и он больше станет обращать на минусы ситуации, обидится, сделает лицо обиженное по перевернутому королю, вот, имеет право полностью быть в ситуации. Вот, а она будет понимать, ну да, после таких слов, конечно, и я бы обиделась, да, если бы мне такое сказали. Вот как-то так. По крайней мере, для нее ситуация начнет проясняться немножко. Не очень приятно, но проясняться начнет. Вот как-то так. Спасибо. Пожалуйста. Екатерина. Екатерина. Здравствуйте, видно, слышно? Да-да-да. Спасибо. Если можно, у меня 3 вопроса. Первый вопрос. Начинайте с первого. Начнем с первого. Вот, мне хотелось бы понять, в чем разница традиционности между императором и иерофантом. То есть, допустим, если будет вопрос, как мужчина себя будет вести с женщиной в ближайшее время, да? Я И вот понял. есть, выпадает император, он управляет ситуацией. Окей, Там. хорошо. Мгм. Смотрите, все очень просто. Мужчина, заходя в ситуацию, начинает навязывать женщине правила, которые ему кажутся в этой ситуации наиболее правильными. Да? Как ни Мгм. странно. То есть он создает эти правила, и они следуют этим правилам. По иерофанту мужчина, заходя в эту ситуацию, будет ей говорить: не, ну ты что, так же не делается. Делается же вот так вот, смотри, как у людей. Император – это как он хочет и как он создает правила. А вот иерофант – это правила людей. И он может сказать: слушай, ну так же вот, нет. Да? Чувствуете Понятно. разницу? Вот. Абсолютно. Спасибо большое, прям поняла. Второй вопрос. Когда, допустим, такой вопрос на совет, да, от Таро, или на как поступить, или что делать, и выпадает перевернутая карта. Вот в этом смысле, как на примере, допустим, той же самой императрицы, императора, если задается вопрос, как мне нужно поступить в этой ситуации, да, и выпадает перевернутая императрица или Понятно. перевернутый император, как Ясно. трактовать? Надо учитывать, что карты нас предупреждают о негативе. Да? То есть, если ты будешь действовать как перевернутая императрица, у тебя будет все плохо. Поэтому вот это рано или поздно приводит человека к пониманию того, что неважно, прямая карта либо перевернутая. Это пока сложно объяснить, но действовать с учетом перевернутой императрицы, да, то есть действуй с учетом того, что тебе будет хотеться больше. То есть, нужно ограничивать себя в своей жадности. Этой самой, да? По перевернутой императрице клиентка может понять, что я склонна как бы брать с людей больше денег, да, если мне предлагают какой-то проект, да? Давай сделаем проект, давай, заработаем. Сколько ты хочешь за свою работу в этом проекте? Перевернутая императрица – это я хочу больше. Мне мало там 2000 евро, я хочу 3, нет, 4, нет, 5000 евро. Да, за эту работу, которая стоит 2000 евро. Перевернутая императрица шепчет: доктор, дайте мне таблеток от жадности, да побольше. Совет – действовать с пониманием того, что тебя ждет вот такая ситуация. Ты оказываешься в ситуации своей собственной жадности. И это плохо. Перевернутая карта, это ты должен учитывать, что это для тебя будет плохо. Поэтому мы карту просто переворачиваем, да, и говорим: нам надо действовать по-правильному, то нам надо действовать по прямой императрице. А она спокойно и не спеша, как женщина, говорит: ну, я не знаю, сколько дашь, да, договоримся. Женщины договариваются. Это мужчины продавливают свою цену. Женщины, они торгуются, они понимают, что надо от себя чуть-чуть отжать, дать другому человеку, ну и себя, любимую, не забыть. Вот. То есть можно, грубо говоря, коротко сказать, что если там, допустим, на вопрос, как мне поступить, там императрица говорит, что не включай свою перевернутую императрицу или не включай своего перевернутого императора. Важно понять, что ты окажешься в ситуации, где твоя императрица включится перевернутой. И это нужно чувствовать. Нужно понимать, что ты избегнуть этого не сможешь. Жадность будет тебя грызть за горло. Вот жаба душит, да, знаете, что такое? Перевернутая императрица – это когда тебя душит жаба. Потому что это вот надо больше. Вот.
Так что как вы это будете себе формулировать, неважно. Вы можете просто карту переворачивать и действовать сразу по прямой карте. Но для этого вы должны понимать, как коррелирует прямая карта с перевернутой. А это у нас будет с вами в июле, потому что в июле где-то я соберу вебинар по перевернутым картам. Отлично. Как-то так. И третий вопрос. Вот все-таки мне, я уже спросила, но мне все равно не совсем въезжаю. Вот, допустим, да, если, я еще, если можно еще раз повторить, то есть если, допустим, мужчина и женщина, есть отношения, в какой-то момент, допустим, женщина приходит и говорит, что вот что происходит, там, допустим, там он мне не звонит, не пишет, что там такого у него произошло, что случилось. В чем, там, я не знаю, вопрос, в чем причина его такого изменения поведения? Почему, или, например, также, почему он не звонит? И вот как отличить, что перевернутая императрица – это, как вы сказали, да, не нужно волноваться и включать перевернутую императрицу, не отличается от просто появления в жизни человека, допустим, что у него произошло, да, появление более интересной женщины, которая, как вот ранее, да, мы говорили. Я понял. Как понять? Тут уже вы, смотрите, старшие арканы – это широкие такие архетипы, да, глубокие, широкие, бездонные, которые мы можем трактовать как нашей душе угодно. Ключевое в этом выражении – это как нашей душе угодно. То есть вы гадаете, вы угадываете. В равной мере может быть то, что он считает вас капризной, которая звонит там, как это так можно, целых 2 раза в день звонить мне. Вот некоторые мужчины считают, что это много. С другой стороны, там может быть и любовница, которая тоже играет как перевернутая императрица. Вам важно понимать, что ситуация в жизни мужчины, когда выпадает перевернутая императрица, это неправильная женщина. С точки зрения клиентки, конечно. Да? Мы же с точки зрения клиентки рассматриваем все. А что такое неправильная женщина? Это она себя может вести как неправильная женщина. Что может вызывать у мужчины чувство неправильной женщины. Ибо это может быть неправильная женщина, которая сама пришла, да, и, соответственно, вы теперь становитесь неправильной женщиной в жизни мужчины. Любовница – это неправильная женщина. Потому что правильная женщина – это клиентка. Понимаете? С точки зрения клиентки. Вот нужно улавливать, что если мы берем карты Таро, мы пытаемся все упростить. Формулировки упрощаем. Поэтому все дополнительные карты, они где-то нам помогают уловить грань, но в общем и целом добавляют нам проблем к упрощению. Поэтому перевернутая императрица – это неправильная женственность. С чьей стороны? Неважно. Это ситуация. Если вы пытаетесь понять, что же говорит карта о человеке, либо о ситуации, либо об эмоции, это у вас вопрос к себе. Это вы не можете отделить ваши чувства карты от эмоций, от ситуации. Это нельзя объяснить. Карты не говорят о человеке. Карты всегда говорят о чувствах, об эмоциях, о ощущениях людей. Понимаете? И не очень, да? По крайней мере, я пытаюсь понять. Я понял. Вот скажите, на картине Джоконда, да, Мона Лиза, это краска на холсте, это картина, это образ или это женщина? Это что? Да, это все вместе. Это все вместе. Вот карта Таро – это все вместе. Это и человек в какой-то ситуации, и как он чувствует эту ситуацию, и как вы видите эту ситуацию. Просто нужно разделить. В какой-то момент на Мону Лизу вы смотрите как на женщину, а в какой-то момент как на произведение искусства. В какой-то момент вы понимаете, что стоите в Лувре, смотрите на Мону Лизу. Это вот ситуация. И вот нужно чувствовать, можно рассматривать карту с разных сторон. Можно говорить клиентке, понимаете, тут может быть и такое, что вы себя ведете не как женщина, да? Как неправильная женщина. Начинайте диктовать свои условия мужчине. Правильные женщины себя так не ведут. Правильные женщины соглашаются и говорят, да-да, мой повелитель. Соответственно, если она ведет себя как неправильная женщина, это ситуация, в которой появляются другие женщины, которые для мужчины более правильные, но для клиентки тоже являются неправильными. Поэтому тут и ситуация, и люди, и действия, и, в принципе, сама карта.
Поняла. И если можно, прям последний. И вот если, допустим, после этого вопроса задается следующий вопрос, допустим, есть ли вот она меня спрашивает, что есть ли у этого мужчины другая женщина? И достаем прямую карту, ну, допустим, ту же самую, там, я не знаю, королеву жезлов, прямую. Это как бы вроде бы с одной стороны, это ответ, что да, вот она есть, да, вот она, но она же прямая для Смотрите, клиента. я понял. Если у вашей клиентка не похожа на королеву жезлов, то это может значить, еще раз, в картах нет четко да и нет. Те, кто говорят, что я могу четко сказать, что да, что нет в картах, это фигня, потому что эмоции по поводу будущего, либо по поводу того, чего вы не знаете, это всегда размытое ощущение. Вполне вероятно, что да. Но прямая карта говорит о том, что, ну, это скорее хорошая ситуация. То есть я бы сказал так, что мне больше кажется, что в голове у мужчины, если это, опять же, если это в голове, в эмоциях, либо в действиях, да, допустим, в голове, то мужчина в голове держит образ женщины, который похож на королеву жезлов. Если клиентка подходит, значит, это про нее. Если не подходит, вполне вероятно, что он держит в голове такой образ, которому он бы очень хотел, чтобы она соответствовала. То есть он ее такой видит, либо он мечтает, чтобы она такой была, чтобы она вела себя там более зажигательно в постели, понимаете, допустим. Вот. Если карта перевернута, ну тут уже более сложная ситуация, которая говорит о том, что он очень остро хочет, чтобы она вела себя так более зажигательно, как королева жезлов, да, но если она себя так не ведет, то вполне вероятно, что там уже и любовница присутствует, потому что если мужчина не считает женщину привлекательной по энергии огня, он другую себе найдет достаточно быстро, как свято место пусто не бывает. Либо вы весело и задорно себя ведете в постели, либо кто-то другой ведет себя весело задорно в этой постели. Вот. Это вот по поводу королевы жезлов. Прямой и перевернутой. Прямая карта – это хорошо, перевернутая – плохо. Поэтому по перевернутой может быть и любовница. А по прямой, ну, это такой образ, как бы, который он бы хотел вас привести, чтобы вы себя вот так вели. Примерно так. Опять же, вы должны угадывать. Да или нет говорят не карты. Карты говорят о ощущениях. А да или нет говорит таролог. Я обычно говорю так. Вполне вероятно, что, ну, там, бла-бла-бла, и добавляю в конце. Но это не точно. Поняла. Спасибо большое. Просто потому, что карта Таро так и есть. Вполне вероятно, но это не точно. Вот. Окей, Спасибо. хорошо. Так, девушки, на сегодня я надеюсь, что прояснили мы ситуацию. Вот правильно пишут, надо научиться чувствовать. Да, я всегда всем говорю, что карты Таро – это не про понимание. Ну, их, конечно, надо понимать, чтобы понимать эти символы, образы, да, но это больше прочувствовать, это больше в искусство. Это больше прочувствовать вот через клипы Би-2. Вот. Это не значит, что я вам сейчас на каждой лекции буду какие-то новые клипы хорошие разных групп. Нет, но вот это очень хороший, яркий пример, где как карты Таро работают. Вы чувствуете их на уровне архетипов, которые просто читаются на уровне визуальных образов. Все, вот так работают карты Таро. Плюс еще там текст есть. Вот. Текст тоже надо учитывать. То есть то, что вам клиент говорит, тоже есть определенная логика.